И всем привет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Единственное, сейчас вы пришли не на обзор, а на стрим. Меня зовут Александр, Саня по-другому. И сегодня мы будем обсуждать, что конкретно у нас есть интересного на распродаже из того, что купил я, либо советую купить вам. Вот. Наверное, из того, что я купил, я вам все советую купить, потому что все было более чем интересно и более чем вкусно. Самые интересные вещи я купил до распродажи, то есть, хотя я закидывал ссылку на Mi Mix 4 и на Huawei P50 Pro я не нашел, кстати, ссылку на Али. Я купил это дело до этого. Пишем как звук, очень важный момент. Надеюсь, что вы меня хорошо слышите. Вчерашний стрим, посвященный распродаже, к сожалению, не сохранился. И, к сожалению, я нечаянно просто нажал на «не сохранять». То есть это первый раз за все время. Наталья, добрый день. Иван, МС Тимоши, Иван, Папа Эльф и все. Давайте сразу, те, кто первый раз увидит стрим, еще раз напоминаю, что на канале есть розыгрыш 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео, в том числе стриму, вы участвуете в розыгрыше ежемесячно 30 числа. Я разыгрываю на канале для стримов 5 Mi Band 6 серии. Помимо этого есть другие розыгрыши. Допустим, в этом месяце я разыгрываю 2 телефона Edge M, которые мне прислал производитель без условий ТЗ. И поэтому, если вы посмотрите обзор на эти защищенные телефоны, я думаю, что у вас отпадет желание их покупать, если только это не произойдет во время распродажи, потому что во время распродажи они стоят 11 тысяч рублей. 11 тысяч рублей за такой незащищенный телефон я считаю более чем адекватным ценником. Момент номер 2, что еще разыгрывается. Это разыгрывается 2 магнитных блэкшарковских кулера. Они хороши по мне, прикольные, маленькие. Но под них нужен Powerbank, либо блок зарядки. То есть смотрите сами и желательно все это дело покупать для айфона. Все, кто пришел, кому не жалко, ставим лайк, пишем в комментариях, что еще купить для обзора, если вы вдруг будете смотреть этот стрим в записи, и он никуда не улетит. Вот. Ну а кто пришел, обозначу в первую очередь, что как раз было на превьюшке. На превьюшках у меня только те товары, которые я покупал уже. Пиксель 4 давным-давно у меня в руках, он у меня не основной, сейчас уже основной телефон не он, был раньше Huawei P40 Pro и он. Сейчас Samsung S21 и OnePlus 9 Pro у моего оператора iPhone Игоря. iPhone 11 Pro Max и OnePlus 7T Pro. Вот. Huawei P40 Pro ему не понравился почему-то. Но это все лирика. Не лирика, что сейчас идет распродажа. С 23 по 28 идет сейл на Али. В чем его 2 особенности? Особенность номер 1. Никаких супер новинок там нет. То есть там есть, сейчас перечисляю новинки, которые, по моему мнению, стоит купить и которые купил я. Это новый Redmi Note 10. Вот, второй момент, помимо Redmi, то, что китайская версия, и я купил этот Mi Pad себе, я купил Mi Pad 5 Pro. Смысл в том, что в Китае мне его купить не смогли, их раскупили. Откуда у продавца с Алиэкспресса есть эти экземпляры, я не знаю. Мне, в принципе, все равно. Я знаю, что купила чертова туча знакомых моих Mi 5 Pro, и он выходит более чем в адекватный ценник. То есть там в районе 35 тысяч рублей. Все, о чем я сейчас говорю, вы либо можете найти в описании к стриму. То есть в описании есть товары, которые я советую, там топы товаров, в конце есть то, что я купил, и там не все. Если вы хотите сразу узнать все и обо всем, вы просто верхняя ссылка, телеграм-канал со скидками. То есть телеграм-канал со скидками, когда я покупал, практически все я скидывал. Даже лампу кольцевую, вот у меня лампа кольцевая стоит для того, чтобы меня освещать, чтобы на стриме я более-менее нормально выглядел. Хотя Игорь мне говорит, что то, какая у меня картинка, его удручает, и он хочет стрим настроить. Как-нибудь потом. Для этого у меня есть, кстати, фотоаппарат Canon. Наверное, с него буду стримить. А пока с S21, вот на такой вот, мне кажется, даже на ширик, но мне кажется, что это не особо и важно. Главное, что у нас есть тема для общения. Может быть, этот стрим я тоже удалю, так что если вы сегодня зашли, вчерашний стрим, к сожалению, я удалил. Мы набрали, кстати, 600 лайков. Так что давайте жгем, если наберем сегодня 600, удалять не буду. К чему это все? К тому, что еще какой интересный момент. Redmi был новый 10, интересный, с хорошей ценой, 10 600 рублей. Я даже до сих пор помню, соответственно, никакой таможни платить не надо будет, если там вообще доставка не из России. А второй телефон это Master Edition от Realme, я его купил еще недели 3 назад, он у меня на таможне. Master Explorer Edition тоже на таможне висит, тоже купил недели 3 назад.
примерно за те же деньги, ну, на 1002 дороже, наверное. При том, что за тот, что за другой телефон нужно будет платить таможню. В Master Edition, в моем случае, это 16 тысяч, 20 минус 16, от 4 тысяч 15%, ну, это 500 рублей. То есть на Master Edition нужно будет 500 рублей. А вот на Master Explorer Edition я заплатил вообще, по-моему, 2600. Я не знаю, почему так много, но это не особо и важно. Вот, Master Explorer Edition тоже просто великолепнейший телефон. Если слишком громкая музыка, либо слишком плохо меня слышно, еще какие-то проблемы со стримом, пишите. Ответы на вопросы обязательно будут, только сейчас я сначала расскажу вам про супер новинки, которые лично я приобрел, и потом уже будем отвечать на вопросы. Это я не к себе на «вы», а к тому, что у меня очень много администраторов в чате, людей, которые разбираются в технике не хуже, чем я, некоторые в каких-то моментах даже лучше. И поэтому все отлично, и мы сможем друг другу помочь. Кстати, есть еще телеграм-канал взаимопомощи. Самая последняя ссылка в описании к видео. И я очень советую, если вы обладаете возможностью культурного общения, то есть без мата, хамства, наездов, адекватно общаться с людьми, у которых много сарказма, потому что они очень старые и умные, большинство из нас. Ну, я не особо умный, но, допустим, Вячеслав у нас администратор очень умный, но у него, к сожалению, характер огонь. От настроения сильно зависит. Но зато полезных вещей от него много можно услышать, но это все лирика. Не лирика. Из того, что еще интересно было. Это Redmi, 2 OnePlus, Mi Mix 4. Я тоже не знаю, откуда они его взяли, потому что, получается, Mi Mix 4 Xiaomi мобильник я дороже купил в Китае, чем он сейчас на Али. То есть у меня покупал перекуп для того, чтобы ему послали в Москву, он перешлет мне, и в итоге это выйдет просто в космические деньги. По моей ссылке на Али, получается, это делает все дешевле. И это хорошо, что там дешевле, потому что Али всегда ждет. Единственное, с таможней он выйдет плюс-минус, ну, чуть-чуть дешевле, чем я купил. Вот Mi Mix 4 тоже интересная тема. Это как с Xiaomi Mi 11. Кстати, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite и Mi 11i очень хорошо продаются сейчас на Алишке. Плюс-минус цены такие же, как и до этого. Что-то есть из разряда выгодных предложений, то есть доставка из России. И очень-очень выгодно сегодня продаются норды. OnePlus Nord 2, Nord SE, OnePlus 8T и 8 тоже продается по вкусной цене, но я бы их не стал брать. Я еще раз повторяю, почему. Потому что если вы купите себе смартфон и будете с ним ходить, как многие советуют, покупай 8, они, наверное, советуют, потому что на Авито их продают. Лучше OnePlus 9R даже покупать, который я не тестировал, поэтому я говорю даже. Потому что вы его, если не понравится, сможете продать как новинку. 8 уже висит, 7T, 7T Pro тем более. То есть у меня, допустим, я еще раз повторяю, в прошлом стриме рассказывал, пытался продать 7T Pro, у меня ничего не получилось. Вот, и к чему это все? К тому, что все мобильники, что сейчас представлены, их немного, они обладают большим спросом. Narza 30 продавались за 12 900, очень хорошая цена, я себе тоже купил. Купил, потому что мне Narza не дошел. То есть 30 у меня есть 30А Narza, я его уже оттестировал, все никак не выгружу обзор на лайв-канал, а потом на основной. Так вот, смысл в том, что на Narza уже обзор скоро будет, а на Narza 30... Я доставку из России, получается, выбрал. Надеюсь, придет скоро. 13 тысяч рублей – это прям цвет, блеск, красота за него. И это не попытка распиарить. Это если вам придет он, то вы просто спокойно сможете его скинуть. За плюс-минус те же деньги. Нас чуть-чуть обманули сегодня. Нас, это меня, моих подписчиков и тех, кто следит за телеграм-каналами со скидками. Наушники QCY TH03 продавали сегодня по 2000 рублей. Анонсировали все это типа, что у них будет промокод на 520 рублей. Наверное, они увидели спрос и в итоге продавали по 2000. Возможно, они еще остались. Также очень низкая цена у наушников Xiaomi One More ComfoBuds 2. Это вторая версия вкладышей ComfoBuds. На них на данный момент скидка, они тоже стоят чуть дороже 2. Тоже в телеге есть. У меня они на руках, но завтра обзора не будет. Будет еще один день минимум, послезавтра, послезавтра. До конца распродажи обзор сделаю, то есть они еще будут по скидочной цене, я уверен. Но пока я про них вам рассказать не могу. Зато я сравнил сегодня FreeBuds 4 и ComfoBuds Pro. Вот у меня 4 года просят, чтобы я сравнил затычки и вкладыши. Окей, я это сделал. То есть у меня завтра будет обзор сравнения ComfoBuds Pro синей версии. Мне кажется, это будет всем интересно, потому что черные у меня были на обзоре, а синие
внутри они никак не отличаются, но зато они отличаются внешне, притом в лучшую сторону. То есть, когда все это дело выглядит хорошо, это выглядит хорошо. Не забываем прожать лайк, и я рад, что вы ко мне сегодня присоединились. Спасибо. Я думаю, что стрим будет интересный, и пообщаемся. Очки на мне очки Дамир Роэдми. Роэдми, и это W1. Нет, не W1, это Q1, по-моему. Посмотрите, на канале есть обзоры и на те, и на другие очки. В начале, кстати, чата я человеку отвечал, 2 ссылки ему скидывал. Еще что выгодное, давайте я все-таки по Алишке пройдусь перед тем, как мы это дело закончим, потому что какие-то промокодики еще живы, то есть какие-то промокоды пока живы, какие-то даже купоны живы. То есть если вы заходите на страницу товара, давайте я сделаю маленький лайфхак из разряда того, что вы, к сожалению, как и я, не все смотрите. Ну, допустим, заходим на страницу товара. Не все просто, может быть, еще даже в курсе. То есть мы видим, допустим, вы видите сейчас ноутбук. Ноутбук, сколько их там осталось? Кстати, интересно, их вообще осталось их или нет? Сейчас посмотрим. 5 секунд. Нет, количество не показывает. Но они, бывает, догружают. 670 заказов, а сколько осталось? Только на десктопной версии видно. В общем, вы видите цену 59 400. Как ее добиваться? Первое, что вы должны сделать, вот здесь оранжевым написано купоны и скидки. Вы нажимаете на купоны и скидки, и вот здесь появляется такой купон. Если их еще можно брать на время сейла, не у всех так можно делать. Надеюсь, это видно. Ну да, чуть-чуть видно. Вот, после этого вы нажимаете, допустим, «Купить», и здесь идет сумма, всякая лабутень, то есть сумма, ваши купоны. Вот, допустим, у меня есть купон на 2114 рублей. Вот. И сюда вводите промокод. Откуда берете промокод? Либо из моего телеграм-канала, то есть, допустим, для этого ноутбука есть там промокод. Либо вы перепечатываете вот то, что на странице. Не всегда это есть. Надеюсь, что вы видите. То есть вот здесь на рекламной странице есть промик. И вы его вбиваете вот в это поле внизу. И когда вы вбиваете в это поле, давайте я даже вобью при вас, чтобы вы увидели, в чем смысл. Понятно, что вы можете и накопить баллы, и все остальное. Кстати, есть еще бальная система, то есть, проще говоря, вот этот ноутбук стоит в итоге 59 тысяч, и 3600 вам вернется баллами. Это значит, что на 3600 вы потом сможете что-то купить, проще говоря, он вам выйдет в 36 тысяч. И, потому что все равно на 3600 что-то вы когда-то купите себе полезное. На Али всегда можно купить что-то полезное, хоть стиральный порошок. То есть в этом проблем нет. Вот, и я, наверное, из своей телеги возьму, что так будет быстрее. Здесь есть у меня, видите, применяем промик. На него кликаете, текст скопирован в буфер обмена. То есть нажимаем дальше на ссылку на сам ноутбук, нажимаем «Купить», промик у меня уже есть. И вот здесь введите промокод, делаем просто «Вставить» и применяем. Если купон работает, правильность ввода, значит, я неправильно написал. Так, а что неправильно написал, надо потом будет исправить. Magic X 7000. Притом я проверял. Вот это тоже косяк. То есть, когда забиваешь промик, Magic X. Ага. Нет, да все работать должно. Может не работать. И это печально. Потому что он работал. Прикиньте. Еще разок, последний. Прямо концептуально очень интересно. Вот, очень часто бывает, вот как сейчас, Magic X перестал работать, значит, они достаточно ноутбуков продали. Интересно, у Honor еще остались ноуты или нет? Надеюсь, не все разбежались. Вот, пожалуйста, мини-эпичный фейл. Проверяем каждый раз. Давайте Lenovo попробуем. Lenovo Tab, хотя эти промокоды уже... Опять же, по идее, промокод можно использовать один раз. То есть вы используете его только один раз, после этого вы, по идее, этот же промик использовать не можете. В моем случае, получается, я использовал все промокоды, какие есть на Алишке, которые сам нашел и выгрузил. Но, может быть, еще раз можно будет использовать. Нет, сумма больше. Ну-ка, сейчас еще раз подарочек. Очень странно.
Все доступные промокоды уже были использованы. Проще говоря, по поводу промиков, вот она и понеслась печаль. Часть промиков уже не работает, часть промокодов работает плохо. Почему плохо? То есть что-то из этого я уже использовал, а что-то из этого кончилось. Скорее всего, промокоды догрузят. То есть мне личные, допустим, промокоды 800 рублей от 7000. Приходил, я его сгружал, получается, в начале дня. Сейчас я проверю, живой он или его уже потратили. То есть активации промокодов ограниченное количество. Есть, получилось. То есть вот минус 800 рублей от, получается, 11 тысяч. Вот промокод. Промокод берете в телеге, у меня на Али без разницы где, то есть там в ВК есть, но опять же, они какое-то время работают, потом они кончаются. То есть, если вы видите промокод PользаNet, вы его можете использовать. Какие очки сейчас на вас, я уже ответил. Так. С промиками, я думаю, более-менее понятно, тем более сюда, наверное, все-таки пришли в основном люди, которые более-менее понимают. У Honor смотрите ноуты, если есть возможность, берите, если вам нужны, потому что сейчас цены очень похожи на 11.11, прям Ctrl-C, Ctrl-V. Не забываем прожать лайк за труды и буду потихонечку отвечать. Хваленый Huawei, не понял. Так. AldaCube 40 Pro заказал 17 тысяч. Тун-тун-тун-тун, с клавой, стилусом, кейсом. Вообще все вкусно. Лениву взять или Xiaomi, но жаба душит, могу разбить. Если еще раз, вы должны покупать только то, что вам надо. Либо то, на что у вас есть деньги. То есть, если вас эти игрушки устраивают, и вы можете себе это позволить, то почему нет? Как правильно рассуждают несколько моих знакомых, ну, в принципе, как и я. Я не пью, не курю, у меня, допустим, даже машины нет. То есть, почему я себе не могу позволить какие-то гаджеты? Это, опять же, мы каждый раз сами по себе оправдываем свои слабости. То есть, у вас, в принципе, может и не быть слабости. Вы там только работаете, только увеличиваете свой капитал, только занимаетесь повышением своего качества жизни, образования, интеллекта и духовности. Но мы сейчас рассказываем о чем? Правильно. Мы общаемся сегодня про скидки. Про скидки и AliExpress. Давайте все-таки пройдемся по тому, что у меня в описании. В описании есть топ-10 смартфонов до 35 тысяч рублей. Там под первым местом я сразу спойлерю Realme GT. Realme GT на данный момент за 30, если вы купите, за 30-29. Это круто. Понятно, что с минимальной комплектацией по гигабайтам оперативы и по внутренним гигабайтам. Дальше идет топ смартфонов до 25 тысяч. Здесь я спойлерить не буду, что на первом месте, но я думаю, вы и так догадываетесь. Единственное, из топ-смартфонов до 35 тысяч я бы сейчас выделил Xiaomi Mi 11i. У нее отличная у этой модели камера. У нее Snap 3 восьмерки, ее сейчас периодически продают по 32 тысячи рублей, когда на Авито они стоят по 38, по 36. Когда их продают по 20, по 33, по 34, по 32, их разметают моментально. Понятно, что на них есть таможенный сбор, но не на все. То есть, если вы видите, что доставка экспресс, доставка или доставка из России, можете брать. Дальше идет топ затычек по звуку. Освежу, Sony 4 появились. На канале есть обзор, но на первое место я бы их не поставил. Anker 2 Pro на первом месте для меня, дальше уже Sony 3, Sony 4, Singhe 2. Опять же, с аудиофилами можно биться на ножах, можно биться насмерть, в кровь или еще что-нибудь. У каждого свое мнение, и каждый имеет право на это мнение, и это хорошо. И топ ушей 2021 года, новинки лета у меня там есть. Единственное, что я здесь не добавил, топ вкладышей. Те, кто любит вкладыши, сразу спойлерю то, что там есть Hello Mori Pods. Если вы их купите до 2000 рублей, плюс-минус 100 рублей, более чем выгодное предложение. После этого идет то, что я советовал купить, и, кстати, это дело раскупили. Первое — это ноутбук Gaming F от Asus, он 58, по-моему, их уже нет в наличии. Ноутбук Honor Magic X14, по-моему, тоже за 36 уже раскупили, но не факт. И беспроводные наушники Xiaomi Air 2 Pro, не знаю, за 3400 остались или нет, потому что это не покупал. Air 1 2700, великолепный вариант, это все из описания. Anker Life P2 1900 рублей, ну, мечта. Это даже не мини. Это даже не мини. Но по 2 мини было бы тоже норм. Huawei FreeBuds Pro 8000, от 7 до 8, даже за 6900 кто-то умудрялся с монетами взять. Сегодня специально ходил именно с этими наушниками. Huawei FreeBuds Pro. Они стоят, если вы до десятки их купили, вы просто молодец. Уши мега топ. OneMo ComfoBuds 2, 39 баксов, промокоды в телеге, может быть уже дешевле, кстати, они продавали еще дешевле. Какое-то время, напоминаю, что ComfoBuds вторые
вкладыши, и обзор на них будет, скорее всего, послезавтра. Ну, до конца сейла точно будет, они еще останутся. Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 из смартфонов, что я советовал. 664 на момент часа назад все раскупили по этим ценам. То есть я покупал его, по-моему, за 10 тысяч 60 рублей или 600 рублей. OnePlus 9R я покупать не стал, 31 тысяча, и не хочу. Ну, это бред. RT, да, новый, а это уже все-таки... Я купил тогда 9 Pro и 9. Ну, куда мне еще 9R было покупать? Смартфон Realme GT 5, 32 тысячи из России, то есть таможню вы платить не будете, великолепный вариант. На Xiaomi Mi 11i 5G 33 тысячи, 8256, то же самое, 33 тысячи был. Просто отличный вариант, если остался. Mi 11 50 тысяч, 50-169 стоит. Я знаю, что есть еще, я выкладывал за 49, но я не помню, откуда доставка. По-моему, не из России. Смартфон Realme 8, понятно, за 16, и Mi 11 Lite был за 19. Это прям шик, блеск, красота, может быть, еще что-то осталось. Почему я бошевский дрель-шуруповерт добавил? Потому что я такой недавно на Тмоле по акции купил, дороже, не буду говорить за сколько. Электробритва Сукас S31, 2600 для подарка, прямо топ. Для такого волоса, как у меня, допустим, сейчас, это не из разряда бороду сбрить, там триммера нет, тоже норм. Ну, как бы, но идеально побриться не получится. То есть даже у меня есть Philips за 20-ник, но и им не получается. Либо бритва, либо бритва. Дальше, по 30-ке Razer 30 я уже сказал, что купил. Mi Mix 4 купил. Mi Pad 5 я не купил. Купил Mi Pad Pro 5 Pro. Pro-версия, тоже ссылка в описании. HTC 03 купил за 2000 рублей. GT Master Edition за 20 тысяч купил. Я, по-моему, дороже, за 22. GT Master Explorer Edition я покупал, по-моему, за 31. Все, что есть в описании, я вам продекламировал, все, что купил, я вам сказал. Не забываем прожать лайк, не забываем в чате написать, кто что приобрел, где что выгодно есть и какие у вас остались вопросы. Начинаю по ним. Купил QCY HT03, что те входили в 1000 пар. После того, как разобрали все 1000 пар, хитрый продавец ввел 1000 пар дешевых QCY T03. Что-то тут неладно. Женя Заяц, может быть, это замануха, но 2000 рублей за наушники с активным шумоподавлением, даже если он еле-еле работает, ну, норм. Mi 11i, экран норм, Дамир мне зашел, но не лайт. В лайте не норм. Какие кроссовки можешь посоветовать для ходьбы? Любые, Соломона пойдите, купите в стоке. Alda Q Pro уже купили, зло абсолютное. Почему QCY не HT0? Потому что не тестировал их никто. Шингисхан. Кахан. На наушники Xiaomi R2 Pro слишком подозрительно низкая цена по ссылке. Кто покупал, стоит ли? Всегда это риск. Вы смотрите на объем магазина. То есть, если там подписчиков 1080, вероятность того, что вам пришлют какую-то пали, вряд ли. Потому что это невыгодно самому магазину. Им Али штраф накинет такой, что из-за наушников одних они точно заморачиваться не будут. На глаза попались раньше. Тут это Anker Soundcore Liberty Air или Live P2. Air я бы взял. А дальше... Купил себе Realme 8 Pro за 18, 3 недели назад. Классный телефон, но заводской пленкой датчик отпечатка пальца не работает вообще. Вообще заводские пленки нигде нормальные не ставят, поэтому так. Руслан, спасибо за стрим. Огромное спасибо, Руслан, что зашли. Апоссум, безумно рад тебя видеть. Обнимашки. Борис, кроссовки дешевые тоже включить в регулярный обзор. Рюкзак и сумочки, плащи, дождевик, качественные силиконовые вентиляторы. Вентилятора у меня целых 3. И все Xiaomi-шные. Один стоит огромный, не распакованный, но у меня... В Петербурге 15 градусов, не вижу смысла пока. Honor Hunter V800 на 2060 будет обзор? Нет. Потому что я не могу себе позволить покупать ноутбуки пока. Телефон это я могу продать, вы понимаете, я купил, допустим, Mi Mix 4. Продам его после обзора. Купил себе Huawei P50 Pro. Скорее всего, не продам после обзора. Но один из них точно продам. И куплю еще что-нибудь. Спрашивал у Сани, что ответит. Air лучше, чем P2. Уже ответил. TicWatch. Вообще не хочу об этом. Максим говорит, ненавижу эту фирму. Бренд, извините. И вы можете посмотреть на Авито, сколько их, и купить там. У таких же разочаровавшихся пользователей. Николай Волков, Bluetooth наушники вкл. Стоит ли брать Huawei FreeBuds Pro за 7300? Да. Какие наушники посоветуете до 20 баксов? Топ-10 на канале. Realme 8 в подарок за 14. Норм цена. Огниво. Huawei FreeBuds Pro или OnePlus Buds Pro. OnePlus Buds Pro у вас никто не тестировал. И я их не тестировал. И они мне вышли, они уже на таможне, по-моему.
Но минус огромный у OnePlus в том, что они ни разу еще не делали ТВС с хорошим звучанием. То есть у них они, норм за их ценник или какие-то плюшки типа автономности, но они точно не топ. Привет, посоветуй наушники шнурок вкладыша. Наушники шнурок вкладыши Honor Sports Pro. 2600 рублей на Томоле. Тестирую. Обзор когда-нибудь будет. Дальше Мифов 60 за 39 баксов. Норм. Эрик, приветствую, новый Redmi 10. Как будешь, думаешь, что за свои деньги? За 10 тысяч рублей я его купил и расскажу вам, а так будет вопрос. Кирилл, первый стрим не сохранился. Если бы я его сохранил, я бы сейчас не проводил стрим, честно. Но я был виновен в том, что я обещал рассказать про сейл, рассказал и должен был сохранить стрим, не сохранил, поэтому сейчас рассказываю. Он все равно еще идет, он еще идти будет целых 5 дней, поэтому все в ваших руках. Смотрим мой телеграм-канал, смотрим чужие телеграм-каналы. Просто вам оценивать, где предложение лучше, но это не самое важное. Самое важное, помните, что если вы подписаны на что-то подобное, покупать надо, когда выложили, потому что потом кончится либо товар, либо кончатся промокоды, либо купоны. Ну и логично, покупать надо только то, что вам нужно. Что там с часами Watch GT видос будет? Нет, Евгений, я точно TicWatch не буду покупать. Мне их потом выбросить, как прошлые, придется. У меня прошлые TicWatch до сих пор лежат, они нафиг никому не нужны. Их никто не купил у меня на Авито. Даже за цену в 2 раза дешевле, чем они стоят. Welcome. Ну, как бы у меня все довольно прозаичное отношение, и притом они были хламом. Я не собираюсь покупать хлам бренд, я не верю, что он вывез как-то. Потому что из тех людей, кому я доверяю, они никому ничего не засылали. И то, что я себе купил, оказалось шлакоблоком. Вот и все. P2 по ссылке в заголовке, в описании везде P2 mini. Значит, где, по какой ссылке, где? В описании вы имеете в виду? Что с часами TicWatch уже ответил. Можете сказать лучшие наушники до 5500 рублей? Тун-тун-тун-тун-тун. Нет, потому что вы можете посмотреть любой из моих топов в описании прямо здесь, по ссылке. Лининг кроссы есть за 2500? Есть, но я не видел в последнее время, они как-то гнут цены. Явхен Бутенко. Живу в Украине, общие промокоды не действуют. Специальные промики для Украины от $50. Все так или можно где-то достать другие промики? Если бы я находил другие, либо мне скидывали, я бы вам скинул обязательно. Все, что у меня есть, я скидываю в телегу. Не видел маленьких промиков для Украины. Freebie Санкер потерял, скажите замену. Фрибайс, я не знаю, что это такое, Николай Волков. Дамир, однажды я научусь говорить Нарза, а не Нейзер, но это уже совсем другая история. Дамир, или не научусь? Ну, на обзоре-то я буду говорить Нарза, а не Нейзер. Дальше купил Realme 8 Pro за 15500. Огниво, это с купонами и с чем? Монетами? Привет, подскажи очки для ПК. Вот, Roed Mi Q-Can B1 либо Q1. Посмотрите на канале, есть кругленькие, есть такие. Где взять Mi 5 Pad, Xiaomi 5 Mi Pad, не Wi-Fi? Все, что из Mi Pad'ов я находил, я скидывал в телегу, там обычный Wi-Fi-овский прошка и обычный. Я знаю, что в Китае их раскупили, так что если даже такие мне отправят китайцы, я буду вот такой вот счастливый, такой, ей! Кстати, M1 планшет от Яблока у меня на Wi-Fi. Мне нет там симки, да и черт с ней. Хочу взять что-то из того, что советуешь. Mi Band 6, Amazfit Neo или Casio. Самый дешевый Mi Band 6. Тем более он стоил Тимоша, MC Тимоша 2100 рублей сегодня. Ну, еще, кстати, еще промики эти работают. Попробуй купить. Добрый вечер. Гансгер, что комментировать, если тебе брак пришел? Окей, добрый вечер. Можно обзор колонку Hoka H? Hoka нет. Hoka нет. Можете в телеге спросить, что это за бренд. Это OEM-ка обычная. То есть кто-то штампует, кто-то на этом деньги делает. Бедлам, здорово. Спасибо, что зашел. Не забываем прожать лайк. Может быть, наберем сегодня, как и вчера, 600. Будет круто. OnePlus 9R за 31 тысяча с России. Good? Да, наверное, good. Лучше вряд ли Константин Игоревич в ближайшее время будет. Я вот не верю. Ганстер, не понял. Нужно вот такое удалять. Не ругаемся в чате. Жека Март. Подскажи, сейчас на Али электросамокат, скутер 1С за 17 стоит брать, скидка 10 тысяч. Есть риски с АКБ?
С АКБ всегда риски есть. Цена вкусная. Dragon Lord, я уже заказал Soundcore Live P2. Если лучше Anker Soundcore Liberty Air, что мне делать? Можно ли отменить заказ? И стоит ли отменять? Отменить можно, деньги сразу не вернутся. Если его не выслали, то вообще проблем не будет никаких. Nord 2 или 9R? Я не тестировал 9R. QCAN B1, дайте ссылку, нету на продавца со скидкой. Продавца со скидкой, по-моему, на вот подобные штуковины не бывает. Вы используете промики и купоны, которые вы успели набить или не набили. Mi Air 2 Pro или PurePods Pro? А вы прям меня без ножа. BAOL. Я вам скажу, читайте, смотрите мои топы. Если вы что-то из этого не поймете, можете пересмотреть. Близкий, здорово. Вчера ты как-то до меня не дошел. Был занят. Oppo Free 2 за 4300 норм цена, да. Дальше OnePlus Buds Pro стоит внимания или лучше взять Oppo Enco Free 2? OnePlus Buds Pro стоит очень дорого, и за эти деньги я бы взял Huawei FreeBuds Pro за 7000 рублей. Еще бы сэкономил, потому что они заведомо имеют хороший звук, понятно, у них с формой. А насчет того, что сделал OnePlus хороший звук, еще раз повторяю, не думаю так. Привет, как дела? Denim TVS. Я не знаю, что такое Denim TVS. Дальше приветствую, за обзоры спасибо. Купил Soundcore Liberty 2 Pro. Поздравляю. Могу скинуть ссылку или линк за 2,5. Куда выложить? Скиньте мне в ВК. Посоветуй, пожалуйста, что взять вместо TicWatch Pro 3 GPS. Samsung, Huawei, любой нормальный бренд, а не этот хлам. Даже яблоко. Сейчас все скажут, продался. Это как у меня был топ на канале. Сегодня я выгрузил топ на канале беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Конкретно для меня по его работе. То есть это не тупо как вот давит монотонный звук, как на голову надевают, а я ходил в них, использовал. И вот такой вот для меня топ в плане цены, качество, звучание, но все-таки приоритет ANC. Sony 4 по звуку, еще раз, я не советую покупать. На первом месте Sony 4, это вам спойлер. Но лучше активного шумоподавления в затычках, чем у них на данный момент я не встречал. Если вы где-то встречали, вам повезло. То есть там он прям вот продуман во всем, но понятно, при любом раскладе накладные, конечно, круче. Но не по звуку. Из Sonic 3 и 4 лично я бы выбрал 3. Опять же, на вкус и цвет фломастеры вы сами знаете, пахнут по-разному. Когда будут на обзоре Pixel Buds A? Димончик, вот кто-то просто тупо купил в США их, по-быстрому сделал обзор, и теперь все бегут такой, давай купим Pixel A. У меня Pixel Buds 2, и они, да, норм, но ценник уже очень большая конкуренция на рынке ТВС. То есть вы за 2000 рублей можете купить те же анкера. То есть, чтобы вы понимали, Anker мне не слал вообще ничего ни разу. То есть я не знаю, почему я топлю за этот бренд. Потому что они делают хорошо. То есть если брать Baseus, Tronsmart, Ugreen какой-нибудь, на который у меня тоже будут обзоры, это все третий эшелон. То есть это наушники, которые сегодня работают, завтра у вас сдохли. Кому-то внешне они нравятся, кому-то еще что-то. Если вы берете анкера, да, есть хейтеры, которые люди пишут там Anker P2 шлак. Мне кажется, что их даже подделывают. Но у анкеров в принципе не бывает плохого звука. Бывает хороший, средний, ничего. Проще говоря, я бы взял анкер какой-нибудь и не думал. А Pixel Buds A, конечно, я куплю. Как я не куплю, если у меня есть Pixel и 6 пикселя. Пиксели 6, кстати, уже продаются или нет? Видите, я все покупаю на Али, поэтому у меня нет времени следить за тем, что успелось продавать. Я был вчера, только недолго, ты просто мой привет пропустил. Близкий, извини, пожалуйста. Я просто твою аву ни с кем не перепутаю, значит, да. Значит, это было, может, в начале. Привет, хорошего стрима, посоветуй робот-пылесос до 20 тысяч рублей. Я скидывал ссылки в телегу за 24 с моющим Robo Evo. Если еще осталось, докинь ты 4000, Сергей, и ты получишь супер-мега-топ. Вообще просто. Привет, как я понимаю, стрим на ту же тему, как и вчера был. Стефи, ну не совсем, я уже закупился. Вот, и делюсь впечатлениями, что HT03 от QCY стоили какого-то черта не 1100 рублей, а 2200, что у меня были большие проблемы, чтобы купить Redmi Note 10, который раскупили 464. Вот, потом что еще интересного, что очень много промиков кончилось, и очень много игровых ноутбуков продал Asus и Huawei с Honor, но часть из них еще жива. Мне кажется, что еще будут промики. Еще раз повторяю, у меня живой промик нормальный.
Польза нет, ну посмотрите, 800 рублей от 7000. Еще раз, вы можете на эти 7000 купить там, не знаю, 10 упаковок стирального порошка и скомпоновать это в один заказ и применить промик. Просто грех, если вы не потратите. Я ничего не имею с того, что вы используете мои промо. Ну, кроме как бы уважения Али и то, что мне первому скидывают эти промокоды. А еще мне обещали что-нибудь там прислать когда-нибудь, но они обещают 2 года от Али. Там какой-то подарок. Я его обязательно разыграю. Разыграю, запомнили? Если они мне вдруг что-то пошлют. Заказал Realme Buds Air 2 за 33 бакса, но китайскую версию. Ну, норм. Почему нет? Я не помню. Я не помню Шуи. Посмотри обзоры, посмотри под ним комменты. Опять же, чтобы узнать хорошо любой товар, лучше не просто смотреть мой обзор или еще чужой, а читать комментарии. У меня довольно активная аудитория. Я считаю, активная даже не в плане, что они пишут комменты, а с мозгом. То есть, если у человека есть девайс, ему не лень мне написать внизу, где я в чем-то не прав, может быть, какие-то другие у него ощущения. Ну, допустим, на Соньке 4 мне, по-моему, 2 человека написало, что как круто, и за последнее время человек 8, что жене одному не подошло, и несколько, по-моему, человек 7 еще, что им не подошла по форма наушников и звук слишком темный. Вот. Что лучше, Narza 30 или Q3? 30-ки не было на руках. Ну и у Q3, как я знаю, нет NFC. И не помню я, по-моему, еще не все бенды, нет? Константин Игоревич, а стоит ли Huawei FreeBuds Pro брать, если не Huawei телефон-то? Они же тогда по звуку проигрывать будут. Проигрывать чему и кому, Константин? Не нашим? Honor Magic Watch 2 за 7500 брать, не Quikrus, я не видел дешевле. То есть, по-моему, когда-то там на 11.11 кто-то успел за 6900 купить. Или ты будешь год висеть на Али и будешь выбивать монетки, и с монетками получишь какой-то там нормальный вычет. Но не факт, что они будут опять так продаваться. Ну, они будут когда-то так продаваться. Вопрос, когда. Может, они в сентябре начнут так продаваться. Кто же ждал, что в августе будет такой сейл? Ну, реально, промики норм. Яблоко – это тюрьма. Ну, рэм, я так не скажу, меня прет от их планшетов. Это просто бах! И то, что они делают с наушниками, что Максы. Вот все хейтят, что там у меня был обзор на накладные от айфона AirPods Max. Но это совершенство. То есть то, что они придумали со сменой амбушюр, то, что они придумали со сменой ободка, то, что они придумали без кнопки включения, а чехол, они просто вот мозг. А то, как это дело играет с планшетом или телефоном от Яблока, со стриминговых сервисов, да, это не lossless, но это прям для обычного смертного. Я сейчас не топлю за них, вы точно их не купите, потому что раз они тяжелые, у них чертова туча недостатков. Я говорю о том, насколько Яблоко всякой многой штуковины придумывает, и потом все постепенно это дело с них просто стаскивают. И так и будет. И это хорошо, что есть такой бренд. Вы же не обязаны, я его не обязан покупать, вы не обязаны покупать. Ну нет, ладно, я же не обязан его покупать и детям. Ты сейчас пользуешься пикселем? Нет, Илья, только на стримах. Я пользуюсь Samsung S21 и OnePlus 9 Pro и планирую перейти на Huawei P50 Pro и Mi Mix 4, либо, ну, скорее всего, на Samsung S21 я останусь. Ладно, брошу монетку, уже не могу без наушников. BA, бросай. Хотелось бы купить на все оплаты и часы, что-то бюджетное можете посоветовать? Нет, Илья, не знаю таких бюджетных. Подскажи, какой телефон до 30 тысяч взять? Сэра, смотришь мой топ телефонов до 25 тысяч рублей, выбираешь там, либо до 35 тысяч рублей, там тоже есть телефоны до 30-ки. И я бы посоветовал что-то из корпорации BBK, если у тебя этого не было. Это OnePlus, так, 30-ник, ты можешь купить, добавить 1200 рублей и купить 9R, который я не тестировал, но он является уже телефоном ближе к премиум-классу, либо OnePlus Nord 2. Это за 29 сейчас, без таможни, то же самое, довольно неплохой. Не забываем прожать лайк, и я надеюсь, что я вам чем-то помогаю. Напоминаю, что я тестирую просто чертову тучу девайсов, часть из них вы просто не видите, потому что я не считаю их недостойными. Скузи, ну вот мой канал, мои правила. Я считаю, что что-то достойно, чтобы вы видели, что-то нет. Что-то я долго тестирую, допустим, Active Watch 2, потому что бренд я не очень люблю. Я не хорошо отношусь к Samsung. Я считаю его оверпрайснутым. Я считаю, что Xiaomi в каких-то моментах не хороши, то, что у них с датчиками приближения проблемы. Все написали, окей, Xiaomi, кстати, их проблему эту решил. Они нашли, что проблема как раз в физическая. И все. И теперь ждите новых смартфонов.
без этой проблемы. То есть программно ее не решат. Шефер, огромное спасибо за подгон. Я, считайте, уже компенсировал 700 рублей со вчерашним стримом относительно покупки Mi Mix 4 и Huawei P50 Pro. Я без шуток, спасибо. Прям от души. Что скажешь про Gen-зарядку Baseus? Нет, я не тестировал ее, я тестировал Xiaomi-шную, которая шла с Mi 11. Это огонь. Не думаю, что у Baseus будет ужасная. Ребята, кому некомфортно AirPods 2 или всем они подошли? Мини-кулер Купер, вы можете купить за рублей 900 реплику любых AirPods, чтобы чисто примерить. И все. И примерно будет то же самое. Опять же, это вкладыши. Вы понимаете, что вкладыши чаще всего, и вы узнаете об этом завтра в обзоре, когда я Huawei FreeBuds 4 буду сравнивать с ComfoBuds Pro. Текстовка уже почти готова. Вход там будет вот такой из разряда «Всем привет, я бородач», а мораль, я думаю, вы и так поймете эту мораль. Существует ли достойная замена iPad? Нет. Только новый iPad. Какие кроссовки могу посоветовать для ходьбы? Те, что вам удобно. Смотрите свою пронацию, спрашивайте ее у продавцов, примеряйте кроссы, надевайте правильные носки, чтобы они вам не растирали, не натирали, были достаточно удобны, и будет вам радость, смотря где еще ходить. Саня, привет, подскажи ТВС-уши для маленьких. Вообще в стоке Соломона, еще раз повторяю, сток Соломона, кроссы Соломон являются не самыми лучшими внешне, однозначно, и у них на распродажах, либо вот в стоковых центрах все хорошо. Вы можете со мной не соглашаться, я покупаю обувь Эко по возможности, еще раз напоминаю, что и New Balance. То есть, если у вас есть деньги на New Balance, чтобы купить в стоке, опять же, я, по-моему, покупал стоковую пару балансов красных своих за, по-моему, 1007. Но все равно дорого, в Соломоне я бы купил за 5. Но, опять же, я старый, и как бы, если бы это было 5 лет назад, я бы покупал, кстати, в стоке Nike. У Nike очень хорошие предложения бывают. Но ты не особо под пронацию подберешь что-то. Короче, это замкнутый круг. Чтобы что-то себе подобрать из вещей и одежды, это не меньшая проблема, чем с техникой. Привет, какие наушники можно взять к Samsung с мультипоинтом? Самсунговские. У меня есть магический топ, называется он топ-10 беспроводных наушников с мультипоинтом. Единственное, там есть пару наушников, у одних есть переподключение просто между старым и новым девайсом, то есть вы сопрягли с двумя, но звонки с двух девайсов не приходят. И AirPods Pro там запихнуты на первое место, потому что у них такой анти-мультипоинт. Вы можете подключать несколько беспроводных наушников к айфону, конкретно, понятно, AirPods. И AirPods 1, допустим, и AirPods Pro. И по одному тоже. Это очень круто, я считаю, это тоже мультипоинтом. Мультиподключение, но обратное. Вот. Huawei FreeBuds Pro действительно ужасно играют не с Huawei по звуку? Нет, не ужасно. Изменилось. Они просто не так волшебно играют. Я их с OnePlus 9 Pro пользую и вообще рад даже очень. Привет, скажи, пожалуйста, для Xiaomi какой купить, AirPods Pro или Oppo FreeBuds 3? Ой, Oppo FreeBuds 2. Я бы Oppo FreeBuds 2 брал. Но за AirPods Pro многие топят, так что решайте вы сами. И те, и другие наушники ничего. AirPods Pro довольно тихие. Не тихие, как просто AirPods, но тихие. Samsung Overprice, а сам топит за Apple бесфункциональный. Макс, ваше право не смотреть, не слушать меня, то есть топлю. Если они реально существуют, и они реально задают тон. Если, у меня тупо хватает мозгов на то, чтобы замечать, что они что-то делают, а их потом копируют. Все, во всем, просто во всем. Кто первые ТВСки создал? Да, там мы будем Жабру вспоминать, Синхи, может быть. А по факту, кто сделал ТВСки, которые начали покупать? AirPods, Яблоко. Кто сделал нормальное активное шумоподавление первый? AirPods Pro. Космос цена, вообще жесть. Но вы посмотрите на них и на Sony 4, за которую топят. Как вам ценник? Разница в звуке, да. В общем, я говорю, это гиблое дело спорить по поводу того, что лучше. Это как с Apple Watch. Более стабильных часов, окей, Samsung, Huawei. Вы Apple Watch пользовались? Но я не хожу с ними. Я просто говорю, если бы у меня была монета на всю экосистему от Яблока, я бы купил. Но у меня нет. То есть, в моем понимании, там нужен мульт свободный, чтобы купить стационар, умные колонки, вот это вот все. И мне это не надо. То есть для меня Android-устройство интереснее. Я бы честно сказал, что мне там интереснее
Яблок. Ну, мне не нравятся айфоны. Мне лично не нравятся. Это не значит, что они плохие. Посмотрите мой обзор на iPhone 12, который я супруге купил. Или посмотрите обзор на iPhone 11 Pro Max, который я до этого ей покупал. Так, Дэниел, спасибо. Не знаю, что это за значок тубрика. Саня, канал Супер, Soundcore, Live по 363 бакса. Норм. Это получается где-то 4500 рублей. Норм. Прям бился 21 года. Просто человек. Если вы считаете меня похожим на этого рекламщика, зачем вы меня смотрите? То есть, если вы не видите разницу в обзорах, это особая форма мазохизма. Ну, не то чтобы это оскорбительно. Нет, это оскорбительно. Я 4 года свой YouTube-канал веду. Ну, ладно. Окей, ваше право. Саня, купил сегодня Redmi Evo Plus робот за 25. Женька, во! Ты просто топ. Вот я его и советовал. 24 с копейками скорее. Привет, какой телефон с IPS можно взять? Рекомендация. Narza 30 сегодня купил, но еще один надо. Желательно другой повеселее. Не знаю. У меня в топ-30 телефонов до 35 тысяч был один всего с IPS. Я не помню, какой, вот хоть убейте. До такой степени переключился. Напишите в телеге в нашей, вам накидают очень много. Ну, немного, но несколько. Второй стрим скучно стало. Нет, Impulsion, я просто первый стрим удалил. То есть, если бы я его не удалил, сегодня стрим бы я не делал. Я очень извиняюсь перед всеми, кому обещал, что стрим останется. Мне стыдно, я не прав, поэтому я делаю второй. Oppo Enco Free за 38 баксов стоит рассматривать или лучше смотреть что-то новее? Oppo Enco Free 2 надо смотреть. Саня, какой у тебя роутер? У меня два Xiaomi-шных топовых роутера Wi-Fi с 6 версии. Один большой квадратный за 7000, второй такой квадратный, высокий. И на оба из них я собирался делать обзоры, и везде подключен гигабит, и от всего я тащусь. Но я чего-то как-то до них не дойду. Сделаю обязательно, может быть, сразу на 2 когда-нибудь. Вот, классная лампа, спасибо, рад, что вам заходит. Значок шейкелей. Шейкель, я не знаю, что такое. Круто, кто-то с юга. Дэниел, спасибо. Стоит Realme AirBuds 2, чтобы купить? А почему нет, если вам они нравятся? Привет, какие ты сейчас используешь как основные? Еще раз, к сожалению, дома у компа, чтобы монтировать что-то, слушать, я использую Sony 4 накладные. Либо если я тестирую какие-то накладные наушники, на данный момент ничего не тестирую. На улице сегодня специально слушал Huawei FreeBuds Pro, тестировал, потому что сегодня были на них лютые скидки по 7,5. И притом тестировал специально не с Huawei, а ходил с OnePlus 9 Pro. Ну топ. То есть до 9000 рублей, если вы их купили, если за 7 тем более, вообще не думайте, какие там новые, не новые. Берите Huawei FreeBuds Pro, надейтесь, что они вам в ухо залезут. Я думаю, что вы догадаетесь дойти до магазина и примерить где-то. Если даже нет, ну хотя бы прикиньте. Вот, это раз. Два, если я что-то тестирую, то тогда я именно это слушаю. Допустим, я слушал еще Comfabuds Pro, синенькие, которые мне пришли, обычные. Обычные я прогревал несколько дней. Там программка есть вот эта, и можете верить, можете проверить, у кого есть комфобатсы, если вы прогреете уши, это небо и земля. То есть синие звучат примерно так же круто, ну там ничем они не отличаются. То есть, проще говоря, их также надо прогреть, и вы получите такой же суперзвук. В затычках великолепное звучание вот у этих OneMo. Я очень мало OneMo наушников от Xiaomi, которые советовал. Но это прям шик, блеск, красота. Притом Comfabuds первый я хейтил, и они ужасные, и лучше их не покупать, по мне. Хотя все относительно, кому-то, может, зашли. Сейчас будут Comfabuds вторые, послезавтра на канале. Xiaomi-шные часы посоветуешь? Ага, Huawei FreeBuds Pro лучшие наушники. Ну, близкие, ну, нет. Они не лучшие, просто за 7000 рублей, да, по звуку однозначно лучшие. Не люблю людей. Sony, ты хочешь сказать, хуже? Близкие. Не люблю людей, которые не матерятся, не курят, не пьют, но тебя смотрю 2,5 года. Греон. Сразу, я матерюсь как сапожник. Просто не дома стараюсь и тем более не на канале, потому что, это неправильно. То есть в моем мире это неуважение к людям, если их много. То есть лично трехэтажный. Я на работе 20 лет матерился, я зеленый человечек бывший. Но выпить свое я выпил. Выкурить, поверь мне, я выкурил. А когда бросал курить, я курил по 3 пачки Captain Black в день, полгода.
я уже легкие выплевывал, поэтому свое я и выкурил. Вот, поэтому я рад, что ты меня смотришь, и мультитул, которым я пользуюсь, это Xiaomi-шные мультитулы, потому что я их тестирую. Если бы у меня не было необходимости в эстетике либо тестировании мультитула, я бы купил Лидерман, правильно? Ну, то есть разорился бы один раз и все. Потому что они чуть ли не вечные. Израиль, Дэниел, очень классная страна, я у вас был 2 раза. Вот. Прям там интересно. Интересно. Но вот то, в каких условиях вы живете, это прям круто. Круто. Это сознательно. Круто. Так, ладно. Антон, Саня, если старый смартфон Redmi Note 5, есть смысл брать ТВС наподобие Halo Mori Pods? Возможно, отсутствие обрывов однозначно не стоит. Бери проводные. Ну или купи что-нибудь супер-ультра дешевое. Купи себе Anker Life P2 Mini. Все. 2000 рублей. Comfabuds Pro не всем в уши влезет. Уж тем более Huawei FreeBuds Pro. А Comfabuds Pro, по-моему, всем как раз. Они не особо странного размера. Какой Realme лучше взять? GT Neo 5 или GT Master Edition? Я не знаю. Я Neo тестировал, Edition мне только идет. Саша, стоит брать Anker P3 или подождать? Спасибо заранее. Ну, супер крупный сейл будет 11.11, но еще раз повторяю, что учитывая промики, отношения продавцов и курс, ну, сейчас прям, как бы вот у них есть слоган «время покупать». Ну, время, если вы что-то решили купить, то за сколько сейчас продается? Раз, роботы-пылесосы. 2, это по-любому ноутбуки, особенно Huawei Honor, да даже яблочный. Я вот яблочный ноут кидал в телегу, и мы с Вячеславом, Вячеслав не дошел сегодня, спорили по поводу того, что выгоднее не было. Там 94 тысячи рублей, он на М1, и он благополучным образом на 16 гектар оперативы. И он там вот, там за 77 тысяч рублей на eBay. Ладно, таможню он как-то сказал, что можно обойти. Плюс 7 тысяч доставка, 84, то есть разница в 10 штук. Но там на eBay на 8 гигабайт без гарантии, а тут на 16 с гарантией. Не буду спойлерить магазин, который это делает, но как бы ноуты сейчас выгодно, пылики выгодно, уши нереально выгодно, особенно и дешевые, и дорогие. То есть мир ТВС сейчас переживает бум. То, что я говорил во время ролика топ-10 беспроводных наушников с активным шумоподавлением, не забываем прожать лайк. Как-то вообще сегодня у меня супер печальный стрим, даже 200 лайков нет. Ну давайте хоть 300 наберем, други. Неужели все так ужасно? Сегодня совсем не полезно ничего, правда? Или как? Это я не самобичеванием занимаюсь, вчерашние 600 исчезли в никуда. Дальше. Всем привет, только зашел. Так, о чем я говорил? О том, что мир ТВС, True Wireless Sound наушников беспроводных, он переживает бум. И то, что продают задешево, это прям супер-мега-топ очень часто. И когда у меня спрашивают, допустим, какие лучше микрофоны, есть топ-100. 100, представляете, 100 примеров микрофонов на наушнике в лайв-канале. Здесь на основном канале их 3, получается, разбито на 3 части. В каждом обзоре есть примеры работы беспроводных наушников, микрофонов. Ну, это бум. То есть уши с микрофонами можно выбирать до упора, и их много. По телефонам сейчас новинок очень мало, но они очень жирные. В чем смысл? Redmi Note 10 464, учитывая их спеки этого телефона, если он не будет лагать, бах! Какой Нарза? Посмотрите, сравните десятку и Нарза. И разница в 3 штуки, если сейчас уже не больше. И я сейчас не топлю за Xiaomi, потому что мне не нравится их оболочка, но то, что они за десятку сейчас продают, это вот прям фейерверки просто в голову себе пускай. Ну, отличный лоу-кост. Дальше куплю просто любой Xiaomi мультитул. Мистер Грун, скорее всего. Я думаю, что черненький любой, на канале у меня есть обзоры, которые я разбирал. Они мне нравились, хорошие. Что взять для фотосъемки? Пиксель? Нет. Взять для фотосъемки фотоаппарат. Вот. А телефоны Xiaomi-шные топовые версии Mi 11 i, допустим, фоткает супер. Samsung S21 там. Ну, вопрос цены. Скажи, только зашел. Xiaomi Realme Buds Pro. В общем, все зависит от ценника. Всегда пишите, что купить и цену, на которую рассчитываете. Redmi Buds 3 Pro. Скажи Говорю Радик. Я бы не стал брать. Блестючки они.
Не знаю, не стал бы я ходить с блестючками. Илья, уже пытаюсь спросить 4-й раз. Подскажи, пожалуйста, ждать 6-й пиксель или пойти купить сейчас что-нибудь из их линейки? Я бы стал брать 6-й пиксель и ждать 6-й пиксель, потому что, лучше подождать новинку, чем вот если она свежак. Почему не подождать? Уже скоро. Прям скоро-скоро, мне кажется, да? Вы знаете, когда пиксели, кстати, будут продавать? Poco X3 Pro за 21 overprice, близкий. Но я имею в виду лучше по соотношению функциональности, качества и цены. Понятно, что есть и лучше, хотя по звучанию точно есть лучше. Да. SoundPits H1 будет на обзоре? Надо? Будет. Напишите в комментарии под стримом, когда стрим закончится, и подумаю. Ты заказал ZTE Accent 30 с фронталкой под экраном, как у Mi Mix 4. Роман, я сделал лучше, я купил Mi Mix 4. Зачем мне ZTE? Что я с ним буду делать? Я не знаю, я его разрисую краской и скажу, что Пикассо его разрисовывал и попытаюсь продать на Али. Вы купите на Али ZTE? Я нет. Что мне делать с телефоном за 30 с лишним тысяч? Написать, он супер, у него нет подэкранной камеры, мне окей, мы за 12 возьмем. Вообще не вариант, то есть чисто с этой точки зрения. Если бы мне его прислали, я бы его пообозревал. Это не из разряда, мне его никто не пришлет. Я ZTE ни в какое место не нужен со своими обзорами. Я бы на их месте тоже себе бы ничего не прислал. Вот, так что так. Поставь белый шум на несколько дней. У себя в голове агро. Комфобац Pro очень короткий звуковод. Я в курсе. Так можно подобрать просто амбушюры, правильно? Микрофон Fifine для ПК норм. Что такое прогреть уши в вашем понимании, Евгений? Вы зайдите на любой канал аудиофилов, вам расскажут, что такое диафрагма, как супрамат, каким образом она меняется от нагрузки, что производители очень часто в таких топовых вещах надеются, что вы чуть-чуть ими попользуетесь, что вы же на чем-то там на машине катаетесь, она у вас как-то там начинает постепенно по-другому работать, когда у нее масло первый раз поменяете, там разогреется, она прогреется. Понятно, что есть топовые тачки, и такое не нужно, но мы же не про топовые уши говорим. Хотя все аудиофильские уши надо прогревать. Вот проводные я не встречал, чтобы уши без прогрева играли так же, как после прогрева. Все, что дороже 3000 рублей, в моем понимании. Опять же, у вас оно может быть абсолютно другим. И я считаю, что король голый очень часто, но не в этом случае. Короче, я хочу ZTE, но мне жалко денег. Я хочу больше AUQ 8 Pro. Прям очень хочу, но очень дорого. Слишком дорого, я не знаю, что с ним делать потом. Это примерно то же самое, наверное, что покупать великий и ужасный ZTE, даже может быть хуже. ZTE хоть кто-то знает. А дальше понеслась... У меня очень часто слетают комментарии, я извиняюсь, я просто перезагружаю страницу. Роман Фазлиев, вы прям второй раз зашли, спасибо большое, вчера тоже вас видел. Понедельник Страга, да, зато сегодня первый день распродажи на Алиэкспрессе. Если вы что-то собирались купить, пора проверить, есть ли там что-то подобное за хороший ценник. Лучше в моем телеграм-канале, хотя не факт, что там будет. Xiaomi Mi Band 4 единственный браслет с бесконтактной оплатой. Есть ли информация, когда в 5-ю версию закинут? Ого, ты сидишь. А что не так, Марк? Марк. У меня сына Марк зовут. Второго. Александр, приветствую. Обувь качественная или нет? Что скажете? Хумта. Понятия не имею, что это такое. Какой телефон взять для фото? Уже ответил. Дальше. Стоит ли брать Huawei? Уже ответил. Ага, что? Сообщения. Не упоминайте другие. Окей. Но ты же говорил, что мультипоинт Samsung Buds Pro работает с телефонами Samsung. Как Samsung и Note их не подключить. Я спрашивал для Samsung и Note. Спасибо. Пожалуйста. Вадим, привет. Google Pixel 5 или OnePlus 9 Pro? 9 Pro покруче будет. И опять же, вы спрашиваете про габариты. В первую очередь, правильно? Главный пункт покупки камеры. Или все-таки яблоко 12? Привет из Германии. Я думаю, может быть, вы потерпите, соберетесь месяц и купите себе яблоко 13. В сентябре они обычно начинают продавать, правильно? Или я что-то не знал? Нет программы ушей, есть адаптация мозга. Роман, окей. Павел, привет. Есть ли разница между Realme Buds Air 2 и Realme Buds Air Pro? Обзоры на канале?
Привет, Samsung Galaxy Buds Live. Хорошие наушники? Для меня лично нет. Не забываем прожать лайк за труды. Пишем, у кого какие вопросы накопились. Особенно касается распродажи сегодняшней. Может быть, не 400 наберем. Не забываем, что наверху в описании у меня телеграм-канал со скидками. Зайдите, посмотрите, что почем сейчас продается. Если зайдет, то не забудьте подписаться, потому что все эти предложения обычно свежие. То есть сейчас вы их видите, через час их уже разобрали. Промики кое-какие еще работают. Обновленные вечером скину сегодня, постараюсь. И завтра с утра то, что работает. Это раз. Два, помимо промокодов, распродажа будет еще 5 дней. Я уверен, что будут еще догружать. Три из интересных промиков, это 800 рублей от 7000 рублей. Мой еще работает. И это более-менее вкусный промик, я считаю, потому что я постоянно покупаю на Али. Следующий момент. Внизу в описании, помимо там всего, что я советую посмотреть перед покупкой, всего, что советую купить и что сам купил, есть телеграм-канал взаимопомощи. Туда тоже милости прошу. Единственное, там нет мата, хамства и рекламы. То есть общаемся там, а дальше уже решаем. Что за лампа слева на обзоре? Это Xiaomi, на нее был обзор на канале, кстати. Почему промики для СНГ не работают в Украине? Есть промики, которые работают в Украине, отдельно для Украины, для СНГ. Там прописано даже, что только для СНГ, кроме Украины. Я не знаю почему, это вопрос к вашим алишникам. То есть в каждой стране есть своя алишная система. Вот у вас там сидят алишники и говорят, а нам не нужны промокоды. Вот и все. Здравствуйте. Вопрос, стоит ли покупать сейчас на распродаже или лучше подождать 11.11? К примеру, наушники SoundPit Stro R2 или может быть что-то лучше? Что подскажете? Можно всегда ждать новую распродажу. Сейчас очень хорошее выгодное предложение. Если кто-то видел выгоднее, вот меня поправляют, я не видел. 11.11 будет еще сумасшедший ажиотаж. Если сегодня Али висел первые 2 часа, пока я тоже забивал корзину, я на сотку сегодня закупился, чуть даже больше. Вот, так вот, в это время Али подвисал. То, что 11.11, если кто-то покупал, все в курсе, что не факт, что у вас получится урвать прям то, что вы хотели. Меняю 2 Redmi 10 на твой Pixel. Сладкий, а зачем, если у меня есть Redmi 10 и Pixel, мне меняться? Привет, до 1000 бакинских реально ли Али взять норм ноут близкий к игровому? Так я выкидывал Asus, он дешевле был, 72. Близкий к игровому. Саня, какая-то такая политика у Али, да. Дальше, какой Powerbank на 20 тысяч сейчас порекомендуешь на Алишке? Hunter любой. Ксандер, извини. Xiaomi-шный любой, на 20 тысяч мАч. Зависит от ценника, сколько у вас. Вот я, допустим, купил себе, вы видели в обзорах, Black Shark'овский на 20 тысяч мАч. На 10. И они есть на 20. Могу скинуть в телегу. Не знаю, надо, нет. Подскажите, пожалуйста, что оптимальнее брать, OnePlus 9T, 9R или Nord 2? Потому что скинуть проще будет 9R, Nord 2. Что из них лучше? Смотрите по спекам, читайте отзывы. Я 9R не тестировал, и OnePlus 9T тоже, 8T тоже. Андреас, про адаптации есть такой момент, и она работает тоже, и она тоже. Микола, Украина относится к Европе, поэтому промики для СНГ не работают. Понеслась. Я вот за это буду банить, друзья. Еще раз повторяю, политика моего канала. Если мы говорим на одном языке, я, считайте, либо анархист, либо суперглобалист. Я не считаю, что вообще границы между странами это нормально. Я считаю, что люди, в принципе, если они говорят на одном языке, то это один большой социум. То, что, как это назвать, хоть Зимбабве называйте, вот эту вот огромную территорию, то, что нас пилят люди, которые зарабатывают много-много денег, стравливают вместе, и мы на это ведемся, но это говорит только на нашем коллективном интеллекте, когда мы разговариваем на нашем одном языке. Значит, мозгов у нас не особо хватает, потому что те же нелюбимые мной Канада, США, Австралия и Великобритания, они как-то не особо ругаются, а то, что мы творим друг с другом, welcome. И то, как мы друг к другу относимся. Так что не будем разделять, пожалуйста, вот это вот СНГ, еще что-то. Конгломерат, да, к сожалению, по промикам считает, что Украине промокоды не нужны, но еще раз вся проблема и весь вопрос в том, кто сидит в Алиэкспрессе в Украине. В Алиэкспрессе на Украине говорят, у нас и так покупают, им больше негде купить. И все, вот им не дают промокоды. Опять же, алишные промокоды для Украины я скидывал в телеграм-канал, не надо говорить, что их нет. Вот уже 20 человек ушло, и, наверное, дизов накидали за мой, как это называется, не знаю, что это. В общем, мир, трудма и жвачка покемоны, политика для слабаков. Не забываем прожать лайк за, может быть, отношение к жизни или, наоборот, за его отсутствие, отношение к политике. Политика – вещь нехорошая, не люблю ее.
Долго слишком любил. Поставь пропеллеры от DJI на мини пилкой для ногтей подровнял. Все гуд, спасибо. Хорошо, спасибо, буду знать. Значит, мы уже знаем, что от Fimi подходят пропеллеры на DJI. Как получаешь именные промики? Алексей мне присылает их AliExpress. Посмотрите, вы иногда видите, сколько у меня баллов на Алишке в аккаунте. Кстати, я могу при вас посмотреть. Вам интересно кому-нибудь, что вот просто думаете, что может быть Саня ничего не покупает? Саня по-настоящему не шопоголик, он притворяется. Он все берет в каком-нибудь огромном магазине, который магазин его очень сильно любит, потому что он просто он. Потому что он Саня. Так, дальше. Вот, наверное, вот так. Ну, не особо много баллов, но я думаю, видно кому-нибудь или нет? Напишите, пожалуйста. Мне кажется, нет фокуса. Надеюсь, что есть. Пробуем. Видно? Ну, в общем, я продекламирую. 26 639. Это прям не космос для перекупов, допустим, но для обычного смертного, согласитесь, баллов более чем норм. Это учитывая, что, допустим, Mimix 4 и Huawei P50 Pro купил через сторонних продавцов, не через Алишку, чтобы мне быстрее пришло. И таких товаров очень много. А это 2 соточки. Так, дальше. Привет, посмотрел твой обзор и прям вовремя про Anker Mini. Надеюсь, будет норм замена анкерам Liberty. Нет, Liberty играют лучше. Ну, Liberty Air, серьезно? Air же. Егор, превосходит ли Huawei FreeBuds 4 AirPods и AirPods Pro по звучанию? Pro нет, AirPods да. Из внутриканалок ни с чем. Ну, деканат. Я завтра буду, я же сказал, сравнивать Huawei FreeBuds 4 и прошлые комфобатсы от OneMo. Синенькие. Подскажи, пожалуйста, что оптимальнее брать? OnePlus 8T, 9R или Nord 2? Уже ответил. Дальше. Меняю тутун. Ты долго пользуешься 4-м пикселем. Что у него за батарея? Павел, она изначально была так, что его 4 раза в день надо заряжать. Саня, не смотрел тебя 4 месяца. Борода шикарно. Самбумбенда, спасибо большое. Но не спасибо, что не смотрел, а спасибо, что зашел. И за комментарий огромное спасибо, потому что большинство людей считает, что это нехорошо. Но вот как бы так. Какие очки советуете? Уже ответил. Что-то я как-то далеко промотал. Так, хочу спросить за уши Helios. Понятия не имею, что это такое. Про большую лампу. Большая лампа из Икеи, притом там икеевская лампочка, как ее называют? Но не факт, что они остались. Их, знаете, вот такие выгружают из разряда «успеете купить». Но это не для разогрева. У меня все из Икеи. Шкаф из Икеи, стул из Икеи, это из Икеи. Ну, мне нравится. Может быть, когда-то я буду более богатым и покупать что-то в другом месте, но вот так. Мама анархия. Да, агро. Именно на этом, к сожалению, я и вырос. Без портвейна только. Меня бы отец убил. Добрый вечер. На борту Pixel 4a. Какие ТВС-уши взять за плюс-минус 5000 рублей? Цена-качество. А Pixel Buds A не сможете? Не осилите? Саня, а что лучше? Redmi 10 и Poco M3, по твоему мнению? По-моему, десятка Redmi. Нет? Redmi Note 10 Pro с Google камерой снимает лучше, чем Pixel 4? Нет. Не лучше. Зло, они помещаются в ушную раковину, остаются на шнурке. Я про большую лампу уже ответил. Дальше. Совет. Нужны полноразмерные наушники. В корзине Huawei нет. Нет. 10 штук нет. Опять же, если... Вы ж посмотрите мой обзор, пожалуйста, на них. Лучше купить Соньки 3, если будет возможно. Ну, в общем, нет. Лучше вообще накладные обязательно пойти послушать. Есть такая тема, я же говорю, что я хожу слушать накладные наушники в магазины и перед тем, как купить. И прикол в том, что Маршалл мне вообще не подходит, даже по форме головы. Ну, для примера. И не забываем прожать лайк, может быть, 400 наберем, 240 человек. Надеюсь, чем-то я вам помогаю сегодня. Очень надеюсь. Если нет, пишите, что за подлец, тратишь наше время, зачем это все. Да, нормально, окей, цена-качество, большой выбор. Да, и интересные всякие штуки. Будет ли покупка электротранспорта покрупнее электросамокатов? Может быть, потом. Мне велики пытались предложить люди, которые уже не ходят на стримы, вот, но я отказался.
Comfabats Pro или Oppo Enco Free 2? По звуку Comfabats Pro. Однозначно. Из компактов по сумме факторов Oppo Enco Free 2. Что за второй телефон без щелки? Я не знаю, почему без щелки. У меня есть Pixel 4 в левой руке и OnePlus 9 Pro в правой руке. И все. Больше у меня телефонов нет, и S21, на который я стримлю. А дальше привет, Ильгиз Вильданов. Сделай обзор на Huawei FreeBuds Studio. Ильгиз, к сожалению, обзор на Huawei FreeBuds Studio есть на моем канале. Вы вбиваете Huawei FreeBuds Studio, Польза.нет, и видите мой обзор. Та-да! Еле-еле успел на стрим. Да, Саул, кстати, не факт, что мы будем его сегодня вести долго, но нас много, мы в тельняшках. Я надеюсь, мы сегодня 500 лайков наберем. Вчера 600 набрали, а чего-то как-то даже 400 не набирается. Други, поднажали, сделайте бесполезное движение для себя и для меня. Тыкните туда, может быть 400 будет. А стоит ли обновлять Pixel 3 на Pixel 4? Нет, Pixel 4 быстро разряжается, если менять, то на 4А или на 5. Здравствуйте, Александр. На худую руку посоветуйте пару моделей фитнес-умных часов от 30 до 90. В ближайшие дни будет топ-10 часов Amazfit. И на худую руку любые Amazfit в принципе норм. Но также, кстати, умные часы Huawei-овские. Huawei сегодня спрашивали, Huawei Watch Honor Magic Watch 2 за 7500 в телеге есть. Советую их. $100. Ну, $100 потянете, 3090-100, не особо разница. Но это прям супер-мега-топ. Уже год, даже больше, наверное. По ценнику. Что-нибудь аудиофильское будет на обзоре? Роман? Будет. Я даже не буду вам показывать. Их так много. Вам интересен обзор на M8? M8 Sharlink. Он не новый. То есть я его купил, плеер, за 100 с копейками. Вот. Не буду говорить за сколько. Потом в обзоре скажу, если сделаю. Но не стал, потому что... Ну, как-то он не новый. Если интересно, сделаю. Саня, прокомментируй, какие лучше взять уши для своего Redmi. Huawei FreeBuds 4, Vivo Anker. Прям вообще, изи. Ты просто написал все. Что мне под какой-то Redmi из всего? Топ-10 на канале. Но это больше шутка или я не знаю. FreeBuds 4 это не... Xiaomi-шные наушники, они будут норм, но не идеально, они лучше с Huawei. Лучше вкладышей нету. Если хочешь, можешь Vivo TVS взять, если найдешь и уверен в их аккумуляторе. Но по фишкам больше FreeBuds 4, плюс там есть активное шумоподавление, которое еще и работает. Альтернатив нет, если ты их рассматриваешь. И их реально купить в районе 9000 рублей сейчас на Али. Я, по-моему, скидывал в телегу, но не факт. Стоит ли обновлять Pixel 4? Ответил. Привет с Украины. Можешь поздравить Харьков с Днем города. Family, Харьков с Днем города. Xiaomi Pro 2 за оригинал или нет еще проверки, которые за 3500? Агра, а как я дистанционно тебе проверю? Единственное, я видел, что магазин, который я скидывал, он продает оригинальные товары. Я не думаю, что они пали решат продавать. Но это проблемы у них будут. Он большой. Привет, спасибо, что сделали обзор на Soundcore P2 Mini до распродажи. Оперативный. Пожалуйста. Больше обзоров одежды. Скоро осень. Мне нравится ТВС слишком... Мне кажется, ТВС слишком много. Ольга, однозначно много, но пока я со всеми не разгребусь, а это будет уже очень скоро, и это очень большое горе, к ничему новому. А к чему я приду, понимаете? Мне сейчас идут несколько телефонов, наверное, штук 7. У меня нет телефонов, у меня только Narza 30A остался из мобильных устройств, которые я уже протестировал. Вот, из аудиофильских ушей их море, но я не знаю, как к ним поступиться. Вот, ТВСок сейчас много новинок, к сожалению. Что еще интересного? Когда я выгружаю там пыликов, есть пылесоса 2 у меня, 2 проектора и такой ручной пылесос. Ручной пылесос, кстати, норм, он еще и серый. Но это бытовая техника. Что интересно? Вот говорю, поэтому и пишите. Пишите, что интересно в комментариях. Я их читаю. Вы же видите, я там лайки ставлю, что я прочитал. Ничего не поменялось. 200 с лишним тысяч подписчиков. Я все еще тыкаю, читаю, тыкаю. Хотя бывают моменты, когда у меня нет времени на это. Стримишь на S21, он случаем не перегрелся или 1080 норм, в отличие от 4К. BR в основном он 720p выгружает, поэтому и то неплохо. Ты заставляешь меня ставить лайки, Джон. Я прошу, пока.
Шучу, можешь дис поставить. Типа хейтер обозначился, я заходил. Саня, я тебя ненавижу, я зашел. Может, что пропустил, может, подскажете, если PTX в идеале PTX HD, мультипоинт, вменяемый NC. Blackbird, да, подскажу, посмотри топ-10 беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Там на первом месте есть с LDAC наушники, бери, не прогадаешь. Только без мультипоинта. Либо одно, либо другое, либо третье. Есть еще, кстати, топ с PTX. Oppo Enco Free норм. По одежде обязательно, Ольга, будут. У меня и кроссовки есть. А вещи, видите, от чего-то как-то на MNC подсел. Ждал Sony 1000 на XM4, но за такие деньги с кучей недостатков, ну такое себе. Blackbird, я говорю, да, даже можно предположить, что окей, они говорят правду, и вот я глухой, как и много людей в комментариях, которым больше нравятся Sony 3. Мы там больше светлый звук любим, там темный. И они даже допилят ее. Но форму они не допилят, они реально такие бах, пузатые, это раз. Многим она не подходит, это прям вообще заметно. Это раз. Два, ценник конский. Реально, за 28 тысяч рублей они должны туда Realme Master Edition кидать в комплект. То есть вот тебе телефон и наушники. Я повторяю, вчера рассказывал, что такси в Токио, из центра Токио в аэропорт стоит $300. Конечно, для них $300 это пошел и вот так поесть сходил. Ну, хотя еда там дешевая, окей. Доехал в аэропорт. Все. Так, не забываем прожать лайк. Нас становится меньше, мы все еще в тельняшках. У нас все еще цель 500. 5 сотен. Не сильно на плеер интересно. Есть каналы аудиофильские, у них этого добра. Андреас тогда и не буду делать. Просто кто-то пишет, что интересно, кто-то нет. Опять же, если на проводные уши делать, то как на обзор на плеер не сделать? Давайте, пожалуйста, обзор амбушюры. Окей. Привет, спасибо. Что сделал обзор на это? Соневский телефон. Blackbird, да, последний, который $2000 у них стоил, помните? Джизис. Здравствуйте, посоветуйте смартфон с экраном 120 Гц, AMOLED с хорошей камерой, также со стабильной системой. OnePlus 9 Pro. Вы меня слышали? Xiaomi Pro 2, это оригинал или еще нет проверки? Уже ответил. P3 4300 норм. Про одежду сказал. FreeBuds 4i или Oppo Enco Free 2? Я бы взял Oppo Enco Free 2. Но если у вас телефон Huawei, я бы взял FreeBuds 4i. Model Party, ты до нас дошел. Спасибо, привет. Антон, скажи, стоит ли брать Realme Watch Pro 2? Цена в Украине 1800 гривен. К сожалению, Антон, я не умею переводить с гривен в рубли или в доллары. Если вы мне скажете доллары, то я бы ответил, а так получается, видите... Я прочитал, но непонятно зачем. Как ты думаешь, на 11.11 будет смысл брать GT Neo? Я думаю, что Master Edition уже все протестируют, и они что-нибудь выкатят по-любому под 11.11, потому что, если мыслить грамотно, 15 сентября Xiaomi будет выгружать новые телефоны. Вот, если они будут выгружать новые телефоны 15 сентября, думаю, к октябрю они тоже выгрузят, под 11.11 они новые не могут не выгрузить. И под это дело, под эту дудку Realme тоже выгрузят какие-нибудь супер-мега стабильные с низкой ценой и чем-то допиленным, чтобы их размазать. А почему размазать? Все просто шлепают в ладоши и визжат от того, что Xiaomi на первом месте по продаже телефонов. В первом квартале было, правильно? Но у корпораций BBK, Vivo, Oppo, Realme, IQOO, OnePlus, суммируйте их, и вы поймете, кто рулит рынком смартфонов. Так, понеслась, как-то много догрузилось, сейчас буду отвечать. iPhone 11 Pro Max стоит заказать, если сравнивать цены-то на 10К дешевле, чем в Казахстане. Троян, 11 Pro Max топ, половина обзоров сейчас на него снимается. Привет, Шурик, я все твои обзоры наушников посмотрел, могу сделать отличный выбор. Пользуюсь Honor Choice, он меня полностью устраивает, посоветую до $50. Я не могу к тебе обратиться, потому что я не знаю, как правильно читаются иероглифы, но я тебе скажу кратко. Если у тебя есть вещь, которая тебя устраивает, я не раскрою тебе тайну, не надо покупать новую вещь. Вот прям вообще не надо. Это неразумно. Тем более за такие деньги у тебя нормальные наушники Honor Choice. $50 ты можешь за 60 с промиком моим через телегу купить Oppo Enco Free вторые. Вот тогда да, тогда стоит. А что-то того же уровня нет, но они уже выйдут тебе в $60, не 50. Дальше, Александр, стоит ли менять смарт-часы Xiaomi Mi Watch? Взять? Нет. Посмотрите обзор на них. Ну, только поиграться.
Разминка извилин. Проживет ли OnePlus 9R 4 года? По железу и ПО топ. Не любитель частой смены устройств. Нет, берите девятку тогда. Я бы девятку взял. Я не знаю, чем они отличаются, но у меня ощущение, что 4 года вообще ничего не проживет. Может и 10 прожить в шкафу. Ну а кум поменяете. Xiaomi Mi 5 Pad 5 анонсировано по цене 308, на распродаже 460. Я купил Mi Pad 5 Pro. Я рад, если мне его пошлют. Я отдал за него 37 тысяч, по-моему, рублей. И это 500 баксов. И, Сандавай, я не знаю, насколько вы эрудированы, но я знаю, что Mi Pad скупили так же, как Mi Mix 4 в Китае в первый день. И если они еще остались, то это круто. Это чуть ли не самый популярный тег в интернете. Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, потому что аналогичных планшетов за эту цену нет. Вы можете подождать, возможно, они будут дешевле, но я в это не верю. Ну, как бы они будут по-любому к 11, если такая разница в цене. 460, это вы как-то загнули, там дешевле. 4 на 7, нет, $400. С чего? Но опять же, вы считаете, что они доставлять должны. Я говорю, меня умиляют, когда народ там, вот у меня, допустим, смарт, мне послали Huawei по 50 Pro. Фуловый. Я отдал за него 115 тысяч отдам в сумме в рублях. Так он в рублях, если пересчитать, в Китае стоит 75 плюс 15, ну где-то максимум 90 тысяч рублей. То есть я переплатил 25 тысяч. Так а сколько я должен переплатить? Это без таможни. Его доставляют, вы понимаете, это устройство за дорого. Ну вот в этом случае четверть цены, так оно и есть. То есть я переплатил четверть цены, и здесь я вижу четверть цены. Потому что вы 460 написали, я покупал... я не купил Mi Pad 5, потому что он примерно так же стоил, как 5 Pro. Насколько лучше камера OnePlus 9 Pro или обычная девятка? Dreamer, по мне, вот прям Ctrl-C, Ctrl-V, очень близко. Я не знаю, как после последних обнов у меня OnePlus 9 Pro только остался. Ты переплачивал 250 баксов за 9 Pro из-за камеры? Нет, я бы не стал переплачивать. Так, MIFA X180 не тестировал. Петличка у меня, обзор на нее есть на канале, по-моему, для стримов. Это Roid.Me Wireless Go 2. В комплекте идет 2 штуки, она не новая, мне она нравится, стримлю с телефона, как вы слышите, звук ничего, учитывая, что все равно в комнате мало, я никаких ловушек все еще не поставил. Да, студия есть, в студии работаю, но как-то мало. Дальше Николай. Подтверждаю, Саня читает все, куча видяшек, а комментов еще больше. Николай, огромное спасибо за коммент. Не забываем прожать лайк. 500 наберем? 500 наберем или не наберем? Вопрос дня. Ну, не вижу. 5 секунд. 428. Давайте нажали на лайк, либо на дис. Буду суммировать их, дизы с лайками. Кому жалко. Хейтеров вообще уважаю. Я не знаю, зачем вы смотрите. Потому что у меня такой обезличенный канал. Просто триндец. Ну, извините за слово, но это не мат. Ладно, все равно не культурно. Привет, Nubia Red Magic 6R. Стоит ли брать или лучше GT 5G? Не знаю. Вот на это не отвечу. По-моему, я не тестировал их. Oppo Enco X или Oppo Enco Free 2? А вот если ценник одинаковый, то X. Но ценник-то не одинаковый. Не обманывайте меня, я же знаю. Я постил 6700X и 4700 Free 2. У меня большие Sony XM3, цена даже норм. Я бы потратил 1020, но за это отдавать это вообще. Я ничего не понял, но хорошо. Темный вор, что за телефон? Это Pixel 4, это OnePlus 9 Pro. И два моих телефона основных. Это OnePlus 9 Pro и S21, Samsung, с которого я общаюсь. По поводу чего БККТ делать голосование? Вы можете в телегу подписаться, телега взаимопомощи в описании к стриму. Есть внизу ссылка на телеграм-канал взаимопомощи. Там можно делать опросы. Только не забывайте, что там должна быть альтернатива без ответа. Можете там «белый лебедь» называть, как многие, чтобы люди, кто не хочет голосовать, отвечали «белый лебедь» и видели результаты голосования. Это раз. А два... Не забывайте еще такой момент, что есть вверху ссылка на мой телеграм-канал со скидками, и вы можете оценить, что сегодня продавалось, за какие деньги, потому что не все из этого сейчас продается, не на все действуют промокоды, а промокоды освеженные и новые девайсы обязательно скину сейчас, после стрима и вечером из интересного.
Huawei Watch GT 2 или Honor Magic Watch 2 или Honor Watch GS Pro. Взял Huawei Watch 3, будет цена за 15 тысяч. Huawei Watch 3 нет за 15 тысяч на Тмоле разве? S21 лучше чистого Android или вы бы предпочли иную оболочку? Я его ношу, потому что он маленький, потому что на него легко вешается как раз петличка. Я не знаю, как вам объяснить. Плюс я тестирую девайсы от Samsung. То есть не покупать Samsung, это как у меня Игорь, оператор, спросил, зачем тебе Huawei P40 Pro, допустим. Я снимаю на OnePlus теперь и в основном на S21. А я ему дал Huawei еще P40 Pro поюзать. Я говорю, а как я буду тестировать устройство Huawei без устройства Huawei? И все, вопрос отпал. То же самое с Samsung. Не иметь телефона Samsung — это как не иметь айфона, потому что они выпускают аксессуары, я их практически все тестирую. Единственное, из чего бы я хотел еще иметь на постоянку, это вивовский телефон, но меня жаба душит. И IQOO китайский. Хотел бы 8 Pro, но я не куплю. У меня нет на это денег просто. Честно, опрос, может, тогда будет понятно, что по контенту интересно аудитории. Окей, Андреас, но пока я делаю все просто. Я делаю на новинке, разве это плохо? Допустим, тот же защищенный телефон, я понимаю, что нужен малое количество аудитории. Но 11 тысяч рублей за такой защищенный телефон, не считаю, что вот есть у меня чуть-чуть людей, которые интересуются. Пусть знают, что сейчас эта вот штука вышла. Дешевле она вряд ли будет. Вот. Если телефоны, то мне они самому интересны. Если по поводу всего остального, да, по поводу плеера, наверное, надо было бы спросить. Но я и не делаю. То есть я, если сомневаюсь, я и не делаю. А дальше, может, получится обзор на какие-нибудь напольные весы с приколами, типа измерения процента жира и остальное. Зло абсолютное. У меня ведь стоят MSFit-овские, Xiaomi-шные и Huawei-овские весы дома. И я, в общем, меня ломка делать обзор или нет. Я как-то делал на Poco чего-то там, и мне не понравился почему-то фидбэк. Я не знаю, как это сделать интересно. Сделаю обязательно, но позже. Саня, твое мнение про наушники QC T5? Старенькая модель, по-моему, старая. А OnePlus 9R или Nord 2? Уже отвечал, что я бы думал 2 раза. Сравните спеки. Сколько у тебя рост? Прикинуть уши по габаритам. Хочу 1004. У меня рост 182 сантиметра. Я не знаю, каким образом рост. У меня голова большая, 58 размер. Если вы были зеленым человечком, вы понимаете. И к чему это? То есть, по идее, на мне они должны выглядеть были нормально. Хотя я не считаю, что они нормально выглядели. Орлов. Как думаешь, эра компактов умерла? Да. Я еще, кстати, думаю, я по поводу раскладных смартфонов хочу сказать. Я хотел купить себе Flip 3 и Galaxy Fold 3. Пошел в магазин. Я не буду покупать себе раскладной смартфон. Кто-нибудь купил себе раскладной смартфон? Ну, это дичь. Ну, как бы это выглядит как китайская игрушка. Они же несколько лет уже ее делают. Вот это просто вот из разряда. Давайте пообщаемся по этому поводу. Мне очень интересно. Понял. Донести просто хочу, что новая функция есть. Окей, спасибо. Как думаешь, так, лопату никак не хочу брать. Небольшого ничего годного не видно. Samsung S21, к сожалению. Или пиксели. Еще что-то было. Почему Realme небольшие? Realme все небольшие, посмотрите. Светильники, ночники Philips. Я вам не буду спойлерить. У меня 1, 2, 3, 4. У меня около 9 видов Xiaomi-шных новых ламп. Я в студию повесил, ремонт дома делал. И на них надо сделать сначала обзор, а потом уже на что-то остальное. Но и при том, что я их не вскрывал на видео, по-моему. Сделать на них на все. Так. Добрый вечер. Подскажите ближайшие аналоги Huawei FreeBuds i на ветке ЧФО ПДА. Прошивка убила наушники. Телефон Huawei. Да ладно. Да ладно. Это как, Евгений? Вы скачали прошивку, и она их убила? Но если у вас были FreeBuds 4i, купите FreeBuds 4i и все. Такие же. Oppo Enco Free 2. Плюс-минус. Если хотите новые, потому что те же уже... Я не знаю, как так? Какой смартфон взять до 15 тысяч по ценам на Али сейчас? Нарза 30-ки. Нарза 30 в телеге, смотрите, 12 990. Не знаю, остались ли они еще по этой цене, но даже если за 14 норм. За 3 недели 12 Pro Max ниже сотки стали. Но это ж хорошо, нет? Значит, скоро будет что? 13-й iPhone. Дальше Oppo Enco X или Oppo Enco Free 2. Еще раз, Валера, при одной цене Oppo Enco X, при разных Oppo Enco Free 2. Бороду не подкрашиваешь или твоя седина? Андреас, седина у меня след в бороде 20, наверное. У меня на голове волосы не сидеют. Вот.
В барбершопе, в который я хожу в барбер... Кто бы мне сказал год назад хотя бы, что я буду ходить в барбершоп? Ну да, недорого, чтобы, спойлер, там 300 рублей бороду подстричь. Ее надо стричь там раз в месяц. Ну, если все равно. Ну, там раз в 3 недели. Ладно, к чему это все? К тому, что седина, да, моя. Я древний, мне 37 лет. Я люблю гаджеты с 6 лет. Я покупаю... У меня были Sega, Сюборт, Dendy. Я собирал компы, как и все. Ну, а сейчас гаджеты. Основа – это аксессуары. Меня прет от аксессуаров, потому что телефоны плюс-минус, но, к сожалению, они плюс-минус. Вот я сейчас прям через себя много их пропустил. Вы видите, что сначала я пропустил через себя море наушников, и я делаю топы. Потом я пропустил через себя море телефонов. Да, у меня взгляд, опять же, мой субъективный, но они плюс-минус одинаковые. То есть у всех есть свои плюсы и минусы, к сожалению. Soundcore Live Q30 за 3800 – это мечта. Мечта, бегите и покупайте, пока не разобрали, без шуток. То есть это был не сарказм, чтобы вы понимали. Дальше. Сейчас 5 секунд. Это у нас чат. Не забываем подписываться на телеграм-канал со скидками, он в верхнем описании. Там вот такая вот штуковина, допустим, про мультитул спрашивали, вот 1496 рублей. Anker Soundcore Live по 2 мини, на них обзор был. Кстати, на мультитул тоже. Практически на все, что я выкидываю, кроме планшетов и ноутбуков, даже на Realme C25 у меня был, правда это S, на Q30 был. На OnePlus 9R не было, на Mi 11 был, на Oppo Enco Free был, на iPad буду делать, на iMac еще не делал и не покупал. Nord 2 был, Mi 11i был, на эти будут Oppo Enco FreeBuds 2 послезавтра. Huawei FreeBuds, Xiaomi Mi Band 6, кстати, 2100 стоит. В общем, проще говоря, сейчас есть где порыться, даже Working Pad, то есть беговая дорожка от Xiaomi'тов. И к чему это все? К тому, что сейчас есть выгодные предложения, единственное, надо чуть-чуть порыться, если из того, что вам надо. Опять же, не стоит покупать то, что вам не надо. А если рыться дальше, вы просто можете найти промокоды, и все интересующие вас товары применяйте к ним, и все. Они универсальные обычно. Не универсальные, только купоны. А дальше стоит ли ждать 13-ю версию от Яблока? Вы всем рекомендуете OnePlus 9 Pro. Вадим, стоп, машина. В каком моменте я сказал, покупайте OnePlus 9 Pro? Если я хожу с ним, это не значит, что его надо покупать. Это просто вот я хожу с ним. Он, да, сейчас не перегревается, да, он неплохо снимает. Но я сейчас все равно снимаю в основном на S21, мне он удобней. Хотя он снимает хуже. Ну, в принципе, я могу кропать, ну, проще говоря, это мои лайфхаки. И я бы взял iPad 5 глобальный, но, скорее всего, так и не дождусь его появления, как и с прошлыми Mi-падами. Близки, если берешь, то бери прошку. Прошка — это просто бомба, просто вообще просто бах. По спекам, окей, это по-любому окажется каким-то не радостью, потому что я буду сравнивать это дело с iPad на Mi 1, на M1, и я его мне так жалко, вот я его тестировал, у меня было вдохновение, сейчас я его просто использую, мне лень делать на него обзоры, каюсь, видите? Samsung S21 это лучше чисто, вот это извините. Возьми Samsung 4, тоже 4, потом расскажешь. Какой 4 Samsung? Что значит 4 Samsung? Есть 4, 5 и 36. Не забываем прожать лайк за труды, так. Очень жду обзора на OnePlus Buds Pro. Ждешь чудо? Борис, не жду. Я потратил на них 11 тысяч и планирую рассказать правду. Надеюсь, что они хороши. Если вы не понимаете, я всегда рад рассказать что-то хорошее. То есть у меня нет желания что-то хейтить. Просто так получается. Так получается. И для того, чтобы быть объективным, я всегда там в телефонах вставляю чертову тучу съемки, в наушниках чертова туча, даже входы сейчас иногда пишу на них. Но это же хорошо. Правильно. Так, по видео твой рост смотрится 175 максимум. Мастер вес 76-78, рост 182 сантиметра, последние 25 лет. Не 25, 22 года где-то, 16. Саня, за 30 тысяч с твоим промиком можно взять Black Shark 4 с фирменными ушами. Огниво, если ты играешь, прям огниво. Огниво. Мастер, мне пруфы, кстати, снять в Инстаграме, сколько у меня рост, или ты поверишь. До лампочки надо обзор. Лампочки окей. Выбрал бы Samsung Watch 4 Classic или Huawei Watch 3? Ничего. Ничего, я не тестировал ничего из этого. Вот. Huawei Watch 3 планирую потестировать.
Но это все такой специфичный девайс. Это девайсы, которые стоят как телефоны, понимаете? То есть сказать, что стоит... Ну, какой у вас телефон? У вас телефон Huawei, берите Huawei Watch 3. У вас телефон Samsung, берите часы Samsung. Но это глупо покупать как-то по-другому. Zenfone 8 небольшой, но дорогой. Да, и потом его никуда не денешь. То есть Pixel хотя бы продать можно будет, а Zenfone нет. Ну, как бы нет. Huawei FreeBuds Pro за 6,5. Кирилл, бегите. Бегите, сломя голову, и покупайте, если это оригиналы. Санек, смотрел твои видосы, заказал. Я, кстати, проверял несколько вот предложений Huawei FreeBuds Pro за 6,5. У меня не получалось так. Вообще никак. Дальше Soundcore Live P2. Теперь жду топ-амбушюр. Понятно. Трум-пум-пум-пум-пум. 9R будет на обзоре. Саундбары можешь посоветовать, какие? Никаких. У меня мифовский только один. Где звук в ушах лучше? Топ-10 по звучанию наушников на канале есть. Можете посмотреть. 28 топов. Включили X2 и наслаждайтесь тем, что вы видите картинки этих девайсов и услышите хотя бы тесты и мое мнение. Ну, от мнения можете не наслаждаться, но результаты тестов и картинки в идеале. Как выглядит это устройство вблизи. По FOPDA прошивка уничтожила, по сути, шумодав. Жалоб тьма, отката нет. Зашибись. Ну вот вам и FOPDA, который чистит комментарии негативные для некоторых устройств и не скрывает это. Realme GT Neo или Master Edition? Шамай. Проблема в том, что Master Edition я купил, но я его еще не тестировал. Он на таможне у меня. Я не могу сказать, лучше он Realme GT Neo или нет. Будут ли обзоры на OnePlus Buds Pro? Да, на таможне. Поднажали лайки. Master, спасибо. Да, если 500 наберем, будет круто. Все в чате... Так, в чате YouTube есть функция голосования. Отлично. Так сделайте. Голосование. Какие внутриканальные наушники лучше купить до $150? Huawei FreeBuds Pro, либо Huawei FreeBuds 4, либо еще дешевле OneMo ComfoBuds Pro, либо еще дешевле Oppo Enco Free 2, либо еще можно отключить мозг, не пытаться на слух воспринять то, что я говорю, и посмотреть мои топы. В них есть ссылки с описаниями, ссылки с покупкой и ссылки на обзоры данных ушей. Потом в комментариях читайте отзывы и думаете, что вот этот чувак, окей, там 10 тысяч человек, там не 10, ладно, хотя бы 10, 20, 30 человек написало, что норм, значит уши норм. Добрый вечер, хочу шуруповерт. Цены на Алике, цены вроде дороже российской интернет-цены. Что посоветуешь? Не понимаю, потому что я покупал на Тмоле недавно себе. А если не сложно, посидите 5 секунд. Я не помню, по-моему, за 2600 метабы или 4600. По-моему, 2600. Я думаю, вы оцените, я его даже не распаковал еще. То есть я посмотрел наличие. Вот. По-моему, 2600 на Тмоле. Нет, или 4600, скорее всего. Я постил это в телегу, посмотрите. У меня уже метабовских, по-моему, девайсов 4. Все на Тмоле. На маркете дешевле не было. Я мониторю. Дальше еще, кстати, я купил дрель от Xiaomi. И почему я это дело купил? Чтобы сравнить с дрелью от Xiaomi, потому что она мне обошлась в 2 раза дороже. То есть она вышла в десятку. Вот почему-то в этот момент я посчитал себя не особо умным человеком, потому что я изначально... Ну, я заказал девайс, который буду хейтить. Вот видите, как оно бывает? Мозг, зачем? Нет, не слышали, это уже про меня. Не забываем подписываться на телеграм-канал скидок. Верхняя ссылка в описании и нижняя ссылка телеграм-канал взаимопомощи. Тоже в описании к стриму. Понеслась. Добрый вечер, хочу шуруповерт от ветер. Здравствуй, за какую цену можно считать покупку выгодной AirPods 2? Я не знаю, 1009. Мне кажется, это выгодно. Можете меня поправить, я ниже не видел. Я и за 9, по-моему, видел только фейки. 2 лайка до 500. Други. Саня, что за девайс в руке? Почему игнор? Сардор Каримов. Игнор в том, что я периодически перезагружаю картинку, потому что у меня перестает приходить сообщение. В руке OnePlus 9 Pro и Pixel 4, с которым я обычно провожу стримы. Вот. Дальше привет. Redmi 9 Star, посмотри Realme. Конечно, Poco X3 Super, бери, не волнуйся. Ну, смотря как смотреть. Лучше тогда прошку, но она по камере хуже. Ох уж эти пока-фанаты. Добрый вечер. Какой телефон можете посоветовать на 3 восьмерках? Надир, самый дешевый это Realme GT Neo, Realme GT, который бы я взял. Либо второй вариант из Xiaomi-тов, это Xiaomi Mi 11i. Посмотрите на канале, он хорошо снимает очень. И по стабильности, наверное, лучший из 3 восьмерок из дешевых. Из дорогих, ну вот вы видите, с чем я хожу. Но это не значит, что он топ.
Просто он мне нравится, я фанат OnePlus. Мне нравится экран, меня прет от него, мне нравится оболочка, мне нравится камера, мне нравится все. То есть, и это не значит, что это лучший телефон, посмотрите на него обзор. Я не думаю, что он покажется вам обзором фаната. Совсем нет. Но единственное, я там не говорил, что во фронталке, когда вы заходите в улучшалки, я не знаю, что за странный человек будет улучшалки использовать у фронталки, не те, которые предлагают стоковое предложение, потому что я сам пользуюсь ТикТоком, раз в месяц я про него вспоминаю, начинаю туда клепать видосы, потом забываю про него. И для этого я использую программку InShot, в которой есть все. И как бы то же самое, мне кажется, люди с мозгами используют для фронталки. То есть если вы можете кастомную камеру накинуть. Ну, проще говоря, возможности телефона позволяют делать что угодно, но люди не делают. Люди надеются на сток, а на сток OnePlus в принципе плевать, по-моему, на фронталку, она у него не супер. У всех OnePlus. Будет ли обзор на Honor 50? Будет обзор на Huawei P50 Pro. Лампочка, тема особенно умная, поверю, про рост. Поверю. Хорошо, спасибо. Стоит покупать Honor Magic? Да, Master, это было бы забавно, если бы я врал про него, но мне кажется, что как бы, когда человек, ну вот я говорю, у меня узкие плечи, там, не знаю, я там бегаю хорошо, но как тяжелоатлет я ни о чем. Не признаю свои недостатки, про рост смысл врать. Ну и плюс меня там за последние 1,5 года, по-моему, я очень плохо к спорту относился, конечно, растащило. Но периодически я пробегаюсь, чтобы жир растрясти. Дальше, как-то много личного для стрима, да? Извините. Саня, мы по всем размерам с тобой тютелька в тютельку. Андреас, огниво, только на 10 лет младше. Какой смартфон взять за 12 тысяч рублей? Если успеете, Redmi Note 10 новый, в телеге есть ссыль, он 10 600 стоил. Либо Narza 30, но он стоил 13, и сейчас, мне кажется, он будет стоить 14. И седина тоже есть. Ну, у меня также, у меня в 20-м где-то она появилась в бороде. Саня, привет, ты просто литерный. Видел тебя сегодня в Кудрово. Как понять литерный? Но пока припарковался, ты зашел в магазин, на 30 секунд растворился в подворотне. Вадик, меня не было в магазине в Кудрово, я был в Кудрово в парке, и все. Может быть, ты видел Игоря, моего оператора. Ну, как бы меня сложно с ним перепутать, у меня нет татух пока. Я вчера спрашивал про стрим, хотел сегодня досмотреть, не получилось. Но ничего, сегодня посмотрю, только вчера наткнулся на канал. Мне понравился, подписался. Виталий, спасибо большое, но здесь основная фишка не стримы. Стримы в основном я провожу на канале для стримов, тоже в описании, по-моему, есть на него ссылка, там же провожу розыгрыш. Единственное, розыгрыш, скорее всего, будет не 30 числа в этом месяце, а позже, потому что 30 я только прилетаю, улетаю за семьей. А к чему это все? К тому, что фишка моего канала — это быстрые обзоры и топы. То есть я делаю топы из тех товаров, что я тестировал. Притом тестируя все с пристрастием, не просто улыбаюсь на камеру, не просто держу, как многие. Меня прям вот эта тема, говорю, бесит. Я прошлый стрим вчера это вспоминал, и я так и говорил Игорю, что пройдет 1,5 часа, я про это вспомню, и опять будет меня колбасить. Когда люди держат аппарат перед сейлом, и вот как бы, и это не тот аппарат. То есть они рассказывают 10 минут, то есть им это дело позволяет, объем канала, а люди как бы все равно приходят смотреть. И вот это даже не хейт, это вот просто нужно о таком человеке временно забыть, потому что это свинство. Я реально трачу на это время. Я и раньше тратил, и до моего YouTube-канала. Если ты делаешь обзор на девайс, то делай обзор на девайс. Понятно, можно какие-то там названия, либо как многие делают без названия телефона, без названия железки. Но когда ты пишешь название железки, либо пиши, что это рекламная интеграция, и там будут только рекламная всякая штука, либо это новостная штука, но не позиционируй это как обзор, потому что это свинство по отношению просто ко всем. К блогерам другим, которые надеются узнать твое мнение, покупать это дело или нет, чтобы рассказывать. Подлецы, короче, мое мнение, субъективное. Может, у меня когда-нибудь такое будет, я говорю, мне самому просто такие темы предлагают, я отказываюсь. Хотя это вроде бы и соберет и аудиторию, и никто не отпишется, я думаю, что меня подпишут, ну, может, кто-то отпишется, но не так много. Но это неправильно, неправильно это. Телефон какой взять до 20 тысяч рублей? Топ-10 на канале до 25 тысяч рублей. Сейчас самое интересное — это Master Edition. Не знаю, насколько он хорош. Realme продается по 20 тысяч 60 рублей. Oppo Enco Free за 4800. Норм, Дмитрий, огонь. Xiaomi Redmi Note 9 за 8900 годнота. Зима. Нет, я бы взял за 10 тысяч рублей Redmi 10. Redmi Note 10.
На Али сейчас продается. 10 тысяч 60 рублей. Польза.нет, только ты можешь включить голосование тут. Окей, как? Я не знаю. Я сейчас полезу туда и собью стрим. Не сегодня, я поищу. Здорово, что из бюджетных наушников для айфона посоветуешь? AirPods. Я говорю, меня убивает. Купили iPhone, не хотите покупать наушники. Там Apple, еще заменить Apple Watch Mi Band. Ну, как бы сверх. Купите Halo Moripods. Окей, у вас будут вкладыши с айфоном. За 2000 рублей сейчас примерно. Добрый вечер. Какой телефон можете посоветовать? На 3 восьмерках уже ответил. Саня, что за девайс в руке, уже ответил. И вторая модель дрели вышла от Xiaomi. Я, по-моему, их 3 заказывал уже, этих дрели. У меня, кстати, наборов от Xiaomi вот этих вот всяких приколюх много очень уже. Не забываем прожать лайк, может наберем 600. Надеюсь, телефон до этого момента не сядет. Собираем тусовку людей, которые что-то планируют купить. Еще раз, планшет у меня Lenovo Tab был за 14 тысяч на, получается, YouTube, в Телеграм-канале. Кроме как iPad, я ничем не пользовался. То есть у меня был самсунговский планшет, у меня был Lenovo, кстати, у меня был Old Cube, но из разряда себе, еще раз повторяю, я бы лучше купил старенький iPad. Хотя я купил Xiaomi Mi 5 Pro на китайской прошивке, и учитывая спеки, он мне прям, как интересен. Потому что у меня есть планшет от M1. Дальше отвечаем, что Opossum, спасибо, я ничего не понял. Halo GTR 1X, GT5, почему? Стоит ли переплачивать за T16? Нет, Саша, стоит посмотреть один из моих топов, любых. UCY HT03 или Soundcore Live по 2 мини. HT03 интересней. Anker Soundcore Motion за 6000 рублей. Экспресс-доставка Огниво. Magic Watch 2 еще нормальный, за 7500, да. Сейчас на сейле как раз 7500. Что лучше взять? Sardor Phil Maripods, Soundpeats True Air 2. Phil Maripods. У Фила чертова туча моделей. Maripods это Halo. И True Air 2 это Soundpeats. И что вы хотите? У меня есть топ-10 вкладышей на канале, посмотрите. Делал его специально перед сейлом за неделю. Утрудите себя. Будет ли обзор на Jabra? Там есть то, каким образом я вкладыши распределил в своей голове, даже не без учета стоимости. И там есть ваши наушники, про которые вы спросили. Будет ли обзор на наушники Jabra? Я сделал на Jabra 75T обзор давно. Они не могли работать по одному. Я очень на них обиделся и на себя, что я такой тупой и не посмотрел спеки, потому что за те деньги, за которые стоят этих наушники, это просто космос. А еще погуглите, кто купил Jabra. И кто купил тех, кто купил Jabra, и поймете, что соляви. До свидания. Comfabats 2. Я думаю о них, что они послезавтра будут у меня на обзоре на канале, и вы об этом узнаете. Скорее всего, послезавтра. Завтра будет сравнение несравнимого Huawei FreeBuds 4 против Comfabats Pro. Раз и навсегда вкладыши против затычек. Та-да! Ну, вы хотя бы услышите в одних условиях обстановки разницу в микрофонов. Надеюсь, вы придете. Если посмотреть совместимые годные планшеты до 10 тысяч в совместимости. Нет, годных планшетов до 10, Роман, годных нет. AldoCube начинается от 14, более-менее терпимый, и все это до такой степени относительно. Какие вкладыши с активным шумодавом до 5000 посоветуете? Никаких их нету. Есть FreeBuds 3, FreeBuds 4, все. С активным шумодавом. Больше никаких. Их не существует. Андреас. Пропустил вопрос. Что по беспроводным мышкам порекомендовать можешь? Хочу полноразмерную, а не разряда для ноутбука. Было у меня Xiaomi на канале давно, года 2 назад. Я тогда еще катался в Баку. Очень мне понравилось там. И что я хочу сказать про Xiaomi? Мышка хороша. Из беспроводных у меня сейчас еще будет Huawei, потому что Спойлер, кстати. Я купил Huawei-овский монитор. Мне он обошелся в 29 999 рублей. Расскажу обо всем в ролике. Сразу не буду делать на Huawei-овский монитор обзор. Почему? Потому что я сравню его с Xiaomi-шным сразу. Surface, вот этот на 34 дюйма. И мне интересно, как бы к тому моменту, как я сделаю обзор, цена на Huawei поднимется или нет. Если они ее поднимут, ну, как бы трэш. У меня есть 2 стационара, чтобы это дело сравнить. У меня есть 2 монитора. У меня есть оператор Игорь, у которого больше мозгов в плане оценки вообще цветопередачи и всего остального. И у меня есть мои мозги. Я могу спокойно оценить герцовку, плавность,
удобство монтажа, градусы, т.д. и т.п. Всем попользуюсь, сравню для вас и расскажу, что стоит покупать. Вот, а так за 30-ку, конечно, нужно было бежать и брать. Но как бы... Но там длинные деньги. Длинные деньги, это надо было выждать вот эти последние мониторы. Их сейчас, по-моему, уже нет по 29 999. Нужно было оформить кредит в Сбере, потом прийти в Сбер и отказаться от страховки, дождаться, когда они ее отменят, и потом они когда-нибудь ее переведут мне. То есть вот так я получил эту цену. А за сколько они будут продавать после предсейла, я не знаю. Вот. 30 тысяч для такого монитора норм. Дальше, зарядку MegaSafe реалмишную заказал? Нет. Скинь мне, пожалуйста, я постараюсь заказать. OneMo Comfabuds уже ответил. Дальше, если совместить, про планшеты ответил. И самое главное, не забываем прожать лайк, может наберем 6 сотен, как вчера, будет круто. То есть примерно за то же время смогем или нет, други. И спрашиваем, что у нас, какие есть еще вопросы по распродаже, по девайсам, я постараюсь вам ответить. Ох, как много всего забанено-то, а. Ссылок не будет. Саня, подскажи, что обновить Amazfit Verge Lite. Ни на что. Нету ничего сейчас. На Huawei любые часы, посмотрите. А Huawei, вот эти противоударные, допустим, я Honor Pro за 8500 скидывал. Honor Pro... Очень крутые часы, очень за эти деньги просто бах. Добрый вечер, просто тащусь от твоего движка энергии, продолжай твой канал лучший. Василий Мышковец, спасибо большое, хотя она подустала, моя энергия, с 2 ремонтов подряд. Кто ремонтировал квартиры, те в курсе. Просто ремонтировал студию, потом свое жилье еще. Ты продаешь что-то, что оттестил, и как их найти? Уши нет, телефоны не все. Могу прямо разложить вам, чтобы вы понимали, что Саня... Несмотря ни на что и вопреки всему, даже ходовые Poco F3 и Redmi 10 Pro, не имея возможности купить домой кухню, а беря на нее в Сбере кредит, не продает телефоны, которые нужно будет потом тестировать. Да-да-да, и при этом покупает новинки. Ладно, все это мелочи жизни. Проще говоря, это я не повыделывался, это я к тому, что что-то продаю, но... Я продаю это на Авито, не спойлерю, где продаю, это все равно продается. Не хочу на Авито диалоги вести по поводу YouTube-канала, а так каждый раз и бывает. То есть, если я кому-то скидывал, мне потом там миллиард вопросов, а еще круче, с Авито мне иногда пишут, давай тебе пришлю то-то, а ты мне в подарок, допустим, там Huawei Free. Реально люди думают, что я настолько идиот. На стриме это, наверное, вдвойне обидно было бы услышать ваше мнение по этому поводу, но я очень часто сталкиваюсь вот с такой лабутенью, и это печаль, к сожалению. Почему не хочешь носить OnePlus Watch вместе со своим смартом? Не он, так потому что Active Watch 2 у Samsung значительно более функциональный, ТЧК. Не хочу, не буду, они у меня лежат, OnePlus и OnePlus лежат часы. Вот. Дальше. Добрый вечер, подскажи, пожалуйста. Я, кстати, не скрываю, что я ношу. У меня же Samsung S21, у меня же второй телефон Samsung, так что вся экосистема в норме. Poco X3 GT не тестировал. Realme Q3 Pro огонь. Realme GT Master Edition. Realme Q3 Pro, но там NFC нет. А Master Edition GT Master Explorer Edition или просто? Мониторы тема, я дизайну и ретушью маюсь, от этого интересно. Ну, Андреас, я не купил тот монитор, вот этот квадратный, с 60 герцами, потому что мне, как бы кажется, оверпрайсом, даже 48 тысяч. А я купил вот этот под монтаж. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я. И там и цветовой охват похуже, и много всего похуже, и разрешение похуже. Но оно мне то, что надо. Какие соперники сейчас у Soundcore по 2 mini? Пум-пурум-пурум опилки. Да много все. Во вкладышах Mariposa от Halo, в затычках QCY HT03. Пожалуйста, 2200 еще с активным шумоподавлением. Welcome, как говорится. Я их не тестировал, но ценник за такие наушники эгегей. Дальше. Привет, польза. Павел, здорово, Екков. Дмитрий, Nord 2, 389 баксов с доставкой из РС. Нормально? Из РФ. 4 на 7. Не, дорого. А какой? Ну, зайди в телегу, оцени вот относительно того, что я в Телеграм скидывал. В Телеграме я скидывал, я уже не помню, по-моему, 30 тысяч ровно. 9R стоит 30 856, а 9 2, Nord 2 стоил 32 700. Но эта версия, да, 8128. Я видел дешевле, за 29 скидывали.
Кстати, за 29 скидывали, но их быстро разобрали. Ну, у OnePlus сейчас много распродаж. Я думаю, вы на официальном сайте и смотрите, поэтому особо сильно чего-то не поменялось. Единственное, поройтесь в промики, посмотрите. Напоминаю, что я все время подсматриваю свой телеграм-канал скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. И самое главное, у нас есть телеграм-канал взаимопомощи, в котором 5000 человек, но все в тельняшках, все с мозгами большими, чем у меня, основная масса, во всяком случае, администраторов. Поэтому милости прошу, если у вас возникают вопросы. Стримы на этом канале проходят, наверное, раз в полгода, и хорошо, что мы это дело начали. Я этому безумно рад, что хотя бы перед сейлом мы пообщались и вот во время сейла. Народ уже устал, не забываем прожать лайк, может наберем 6 сотен, будет круто. Pixel 6 Pro ожидаешь? Ожидаю купить. Ладно, спасибо за стрим, работа не ждет, всем пока. Вячеслав Николаевич, счастливо. Илья Г. Redmi Note 10 не стоил 10к, это Redmi 10. А окей, Redmi 10, 10к, ну купите. Саня, подскажи, на что обновить Amazfit Verge Lite? Уже ответил. Почему не хочешь? Уже ответил. И из смартфонов до 30 посоветуешь Nord 2, Nord 2, либо Nord R, либо Realme GT, Snap 3 восьмерки. Тоже огонь. Либо Mi 11i Xiaomi, тоже огонь. Я говорю, посмотрите топ до 35 тысяч. Саня, в ТГ шуруповерта от Метаба нет. Саня, скинь, пожалуйста, ссылку. Создай. Ну, посмотрим потом. Ну, сейчас поработаем, пообщаемся и посмотрим. Привет, подскажи, пожалуйста, наушники с хорошим микрофоном и гарнитуру. Вадим Ким. Чтобы узнать, какой хороший микрофон, вы должны сами для себя оценить и послушать микрофоны наушников. Для этого у меня есть на канале для стримов топ-100 беспроводных наушников двухчасовой. Вы включили один раз, напряглись, услышали идеальный для себя звук в микрофонах и, пожалуйста, покупайте. Потому что это какое лучшее звучание? Ну вот для меня такое, допустим, а для кого-то может быть другое. Как Соньки. Соньки 4 для меня звучат хуже, чем Соньки 3, а стоят в 2 раза дороже. Вот. Да, у меня было уже немало Logitech мышей, все дабл-кличат спустя некоторое время. Все равно их беру, но я умею паять и просто ремонтирую их. Ну, огонь, но не все это могут. Подскажи, какие беспроводные взять, если телефон OnePlus 8 Pro, а на работе MacBook? Хочется, чтобы звук был норм, и микрофон на работе нужно использовать для созвонов. Если микрофон для созвонов надо использовать на работе с MacBook, то AirPods Pro. Если с OnePlus, то что угодно. Дальше. Саня, стоит брать Samsung S21 за 57 тысяч? Давно не было такой акции, вот не знаю, как по цене. По цене она норм, я примерно за такие деньги и брал. По-моему, я брал за 56. Взял Anker Q30, розовые для жены, у самого Sony XM4. Если на деле разница окажется не четырехкратной, то продам Sony, наверное, и себе закажу Anker. Neorock. Если ты аудиофил, возможно, если по проводу их слушаешь. А вот и ботов подвезли. А что там? Да, хейт начался Model Party. Это уже третий. Да, по поводу разврата и вебкама. А продавец с ушами QCY обманул. Ничего, я купил их за 2000. Лорд, я тоже купил их за 2000. Он обманул, но мы все равно купили. Да, вот и лайфхак. И он еще догружает, по-моему, эту 1000 постоянно. OnePlus 9R на канале будет? Павел, нет, это уже не новый телефон. Стоит покупать Honor Magic Book Pro за 59 тысяч 16 гигабайтами. Ты брал его за 3043 с 8. Я сейчас подскажу вам. Постараюсь. Что-то я скидывал с несколько ноутбуков. Есть MateBook D15 был за 37, 8 гектар оперативы. Где-то было 16. X15 i5 на 8 гектар 42. И я, по сути, топовые их не скидывал. Только игровые. Honor Magic Book Pro на R5, который за 59, да. Вообще огниво. Но это, опять же, мое мнение. Саня, добрейшего вечерочка, добрейшего. Не забываем прожать лайк. Я как заведенный, да, телега, лайк, телега, лайк. Ладно, шучу. Ну, отвечаю уже на ваши вопросы, вроде на все успеваю. Зубную щетку любую, Сукас. Саня, как лечил белый шум в Soundcore Liberty R2? Если я о нем сказал, значит, он у меня не исчез. Александр, Red Magic 6R или Realme GT? Наверное, GT. Гриша, ты бы лучше повторил, я бы тогда не пропустил твой вопрос. Если бы ты повторил его сейчас. Видишь, я дочитал до тебя. Саня, похвастаюсь, заказал Fold 3 в Watch за 127. Виш, я тебя поздравляю, но не поздравляю одновременно, потому что я пошел, потрогал Fold.
Ты трогал эти раскладные телефоны и планшеты? Ну, в общем, ну, поздравляю. Ты, если хотел игрушку, то ок. Я поздравляю тебя. Watch точно норм. Что в районе 1000 баксов взять? По телефонам или ноутбукам? Потому что за 1000 баксов много всего можно взять, и запрещенного тоже. Какой микрофон и камеру для стримов взять? Микрофон Rode, либо смотря какие у тебя финансы. Вообще любого, вот хоть Fifine за 2000, очень многие на них стримят. А так у меня Snowball очень сильно нравится, кругленький. Я сегодня ТТТ и взял F3 за 26 тысяч, а потом увидел за 23. Лист, так отмени покупку. Опа, год, Нови. Спасибо, что зашел, рад тебя видеть. Дальше подскажите, Лорд прям за меня топит, лайки прожимаем, спасибо. Подскажите, Poco X3 Pro, многие говорят, что греется, глючит и тому подобное, как по вашему опыту? Сергей, мой опыт, есть прожарка на канале для стримов этого телефона, и, к сожалению, вы можете его посмотреть. И есть еще обзор у меня на канале, камера хуже, чем в обычном X3, ТЧК. А греется все, наверное, все-таки. Тем более, когда вы пытаетесь мощное железо купить задешево, к сожалению. А дальше, Саня, подскажи, пожалуйста, Mi Band 6 или Huawei Band 6? Mi Band 6 за 200. 200 в телеге был. Вот, по-моему, еще живы они в продаже. Потому что цена, не потому что выбор пал. Но за 200 прям огонь. А потом, если не зайдет, подаришь кому-нибудь. Вот. А дальше Ичи дошел до нас, привет. Подскажи, что приятнее по звуку, Anker P2 Lite или Poco Rosto P2? Просто, наверное, просто P2. Александр, подскажи, это я ответил, если что. Кир Зотов, Александр, подскажи, какие лучшие часы взять для семейства Huawei Honor? Huawei или Honor? Магия, ну прости, по-другому никак. Что скажете насчет Xiaomi Mi 11 Lite? Или лучше что-то другое рассмотреть? Мне не понравился его экран. Вы можете посмотреть мой обзор на него. Да, лучше что-то другое, лично для меня. Что я насчет Poco X3 Pro? Подскажу, посмотрите мой обзор, почитайте комментарии. Там есть восторженные отзывы, там есть негативные отзывы на него. И я не буду перечислять основные болячки Xiaomi, от которых вы можете психануть и разбить просто этот телефон. Хватит говорить огниво. Так вы можете же не смотреть, без сарказма. Говорю, стрим идет долго. Логично, что какие-то слова я буду повторять. Это раз, а два, ну никто же не заставляет его смотреть, правильно? Хотя я рад видеть вас. Что скажешь про Google Pixel 5a 5G? Ничего не тестировал. Что по звуку лучше, Anker Liberty Air 2 Pro или JBL Live Pro Plus? Не слушал JBL Live Pro Plus, но не верю, что они лучше, чем Liberty Air 2 Pro. Раскладушки классные игрушки, если телефоны для работы, то, конечно же, нет. БККТ, раскладушки вообще очуменные. Просто вопрос в том, что они не отражают того, что мы от них ожидаем. То есть я ожидаю совсем другого. Когда я пошел и потрогал этот телефон, я понял, что я его не хочу. Ну, как бы, может, о нем и рассказать прикольно, но как я скажу вам, мужики, телефон норм, но вот экран как игрушечный. Ну, потому что не то, что я ожидал, что он там весь ровный, а вот эта вот штука нет. Дальше. Саня, привет, какой вопрос для учебы? Mi 5 5 Pro или какой-нибудь Honor, Huawei? Еще 25 числа у китайцев стартует продажа Realme Book. По спекам интересный варик. Вот думаю. Точно не Mi Pad, потому что еще нет глобальной версии. Для учебы за эти деньги ты можешь купить ноутбук. Зачем тебе покупать планшет? И лучше iPad может быть из планшетов только iPad. На данный момент отвечу только так. У Huawei нету на данный момент, как я знаю, Google сервисов. У Honor они, может быть, есть у планшетов. Посмотрите эту тему. Honor, может быть, еще рассмотрел бы. Камера у Redmi Note 10 Pro лучше, чем у Redmi Note 9 Pro? Лучше? Мне так кажется, как по моим наблюдениям. Андрей вот такой, здорово, дошел до нас, спасибо. Беспроводные наушники Realme GT. На Realme GT до 7000 рублей, Oppo Enco Free 2. Та же корпорация BBK, не то чтобы вы будете дико рады, но рады будете однозначно. Не забываем прожать лайк, может быть 6 сотен мы доберем, это какой-то вообще полтергейст.
Не можем сегодня за 2 часа набрать 6 сотен. Пока нет в продаже, да и смарт еще пока не вышел. Понятно. Слышал новости о Realme 9 и 9 Pro. Что думаешь? Думаю, куплю. Вы понимаете, что логично, что всегда будут подогревать всех по поводу новинок. И мне это, наверное, еще более интересно, чем вам, потому что я это дело хочу тестировать первым. Ну или в числе первых. Какие игровые уши советуешь? Как понять? Проводные. Саня, может, пропустил вопрос. OnePlus RT брать на обзор, если выйдет? Алексей, скорее всего, буду. Да. Почему на Алике только у одного продавца TicWatch 3 Pro стоит 11, у всех остальных по 20? Может быть, он единственный знает их реальную стоимость? Или он так же, как и я, не может их продать, просто закупился, разорился и такой, да куда-нибудь. А ты потом такой купишь за 11 и на Авито попытаешься их продать не распакованные. Это будет круто, если все получится, но не факт. Не факт. Планшеты, там нет русской клавиатуры и программы, то же самое планшеты Xiaomi в официалах не продают, так как говорят, кирпич будет, но почему-то их блогеры рекламируют тогда. Борис, это же железо, ну а как бы, а что не рекламировать-то? Xiaomi, та-да-да. Я говорю, я не рекламирую, почему? Я купил, я считаю... Вот вы у меня спрашиваете, какой планшет купить. Я отвечаю. Яблоко, ТЧК. Вот. Я купил себе, потому что я блогер, только по этой причине. Я бы не покупал себе планшет iPad 5 Pro, не глобалку еще при этом. Еще не факт, что вышлют. Переносную Bluetooth-колонку до 2500, любая мифа. За 2500 рублей любая мифовская колонка будет огнивом. Кстати, почти все хейтеры добежали, 11 дизов уже есть, осталось 12. Дальше Эдуард Шефер, спасибо большое, второй донат, я сегодня просто закидан деньгами, по-моему, 140 рублей, еще 15 шекелей. Не знаю, сколько это шекель, но спасибо. Какой смартфон взять в районе $1000? Уже ответил. Саня, посоветую хорошую бюджетную камеру для стрима. Не скажу, я стримлю на телефоны, и это не особо фонтанно, как вы видите. Очки для вождения, может, какие-то посоветуешь? Нет, не тестировал, к сожалению. Абсолютное зло, Vivo TVS 2019 за $95 нормально. Вы можете у меня спросить, конечно, да. ZD600 мы добились своего сегодня. Сейчас еще 3 шестерки и заканчивать стрим. Сейчас я посмотрю, сколько осталось заряда у телефона, потому что он у меня не на аккуме. 37%, давайте еще, может быть, минут 20 поговорим, потому что он может резко терять в стриме заряд. Саня, мне кажется, давно кроссовок и одежды не было на канале. Да, давно, и кроссы у меня есть, и одежда есть, и как-то просто железо больше, интереснее оно для меня. Ну, я еще раз повторяю, вот смотри, у меня есть кроссы от Xiaomi. Они стоят 6600 рублей. Я четко понимаю, что можно пойти в Соломон и по ноге выбрать себе трейловые кроссы в стоке, ну, не в стоке, ну, да, в стоке, получается, по распродаже примерно за ту же цену, только примерив на ногу. Ну, может, 1000 рублей докинуть. И это будет прям для твоей пронации все. А тут 6600, кот в мешке. Вопрос дня, окей, я сделаю. Как всегда, в принципе, делал. Но как бы эффект-то... Ну, в общем, расскажу. Но ломка у меня пока по поводу этого. Black Shark 4 стоит брать для игр? Да, почему нет? Очуменный для игр телефон. С какого смарта стримишь? Samsung S21. OnePlus вы видите. Бины, Ичи, огромное спасибо. Бины это польские, правильно? Или что это? Я не знаю, что такое. И бины. Санек, какой смарт до 50 тысяч по камере, не более 50 тысяч рублей? А зачем вам полтинник? Ну, Mi 11, окей. Окей, можете брать Mi 11, но примерно так же снимает Mi 11i. Плюс-минус. Альтернатива Huawei FreeBuds 4. Huawei FreeBuds 4 это самые топовые вкладыши из тех, что я видел, и поэтому я их завтра сравню для вас с MoriPods Pro. Одними из самых топовых затычек до $100 по звучанию. Я бы даже сказал, что до сотки, вот то, что выше Oppo Enco Free 2, это самый прям супер. Но внешне они мне не нравятся, вот эти мигающие штуки. Каждый раз, когда я открываю бокс и вижу мигающие ножки, у меня ощущение, что я опять купил наушники за 600 рублей, отлетел на 3 года назад, нет ничего, кроме AirPods и вот этой штуки, и я такой, да ладно. Ну, примерно. Белорусские. Ича, спасибо. Альтернатива. Скоро осень, действительно надо понадобиться не только в железе. Всем добра, окей. Дальше, Саня, какие лучшие по звучанию наушники от Анкера? Думаю, взять Liberty 2 Pro. Да, Игорь, вы выстрелили в цель. Саня, как только переехал, одежду перестал тестить. Роман, так железок сколько? Вы сравните количество обзоров и их качество. Все-таки, лучше чуть-чуть.
Стиль мой, но чуть-чуть лучше и объемнее. Нет? Может, я не прав. Oppo NKX после всех обновлений как себя ведут? Дмитрий, лучше. Лучше. Я их даже тестил. Тестил буквально дня 3 назад. Пока не определился, но лучше. Особенно хорошо, что у них цена ниже стала. Вот. Что из часов на Android Wear посоветую? Ну, за 11 тысяч купи. TicWatch 3 Pro, если они тебе придут, это будет очень круто. Что девушке подарить? Huawei Watch Fit Elegant 2 или Honor Magic Watch 2? Кит-код, то вообще все, что угодно, дарите только то, что человеку надо. То есть, если девушке понравится, вы приведете, то купите. Если кот в мешке, так не делается, особенно по поводу техники. Вы спросите у нее, они вообще ей нужны, потому что женщина и техника очень часто вещи несовместимые. Опоссум, если ты еще на стриме, это не касается тебя, это не касается Валерии, если вдруг она будет смотреть этот стрим. И еще большого количества девушек на канале, которых я очень люблю, ценую и уважаю, как и постоянные зрители, как и администраторы. Спасибо, что смотрите. Но основная масса девушек, к сожалению, техникой в принципе не интересуется. Поэтому, возможно, ей вообще не нужны ни браслеты, ни часы от тебя. Кроме Apple Watch, как вид того, что она при деньгах. Ну, Apple Watch красивые. То есть они как аксессуары относятся с женщинами. Так же, как и некоторые другие часы и браслеты. Но, опять же, нужно у девушки спросить, что ей нравится. И может, не бенд больше нравится, чем Apple Watch, де-факто. У меня у супруги полгода, наверное, Apple Watch пролежали, пока она не понимала, что вот ничего ей будет с этой курткой утрированно. Ну ладно, она юзала их, ну так, периодически. То есть периодически на нее накатывало, что функции не нужны. Потом она привыкла по ним разговаривать, и теперь это must-have устройство. Купил Vivo TVS Neo. Доволен за такую цену. Спасибо большое. Я очень рад, что вы довольны. Когда топ ТВС по звучанию? Антонио, он был на канале. Будет обновленный. Спасибо за стримы и обзоры. Хотелось бы еще увидеть про MP3-плееры, вещи и весы. Эдуард взял Realme GT Master Edition. Норм, да. Но я еще не тестировал его. Я его тоже купил. Будет нам наука. Интересный он или нет. Как в эксплуатации Anker Motion Plus? Довольны? Да. Лучшая колонка за свои деньги. Сань, посмотрел только что про Pixel Buds A. Не мой вариант, но заинтересовало. Есть еще варианты за 5000? Да. 200 пар минимум на канале. Посмотри топы. Илья Гайнаров. Подскажите, пожалуйста, из моих топов это Oppo Enco Free 2 за эти деньги. Все после девушки и техника несовместимость. Стрим можно только точно сохранять нельзя. Нет, я не сказал, что несовместимо, не перековеркуйте мои слова. Просто основной массе девушек не нужны и не интересны в принципе техноустройства. А мой канал тем более, потому что я говорю, у меня самый, наверное, низкий процент просмотров среди женской половины, прекрасной, лучшей половины человечества. Не знаю, мне кажется, теперь из-за бороды я буду считать. Вот, а так буду считать, что из-за железок и из-за сухости. Потому что не игровые обзоры, нет у меня вот этих эмоций, этого там, что это? Вот. Но, наверное, будет потом, но не факт. Саня, спасибо за стрим. Оно и так есть на некоторых входах на обзоры. Я же уже пишу иногда входы. Допустим, вход на сравнение Huawei FreeBuds 4i и MoriPods. Какой MoriPods? ComfoBuds Pro будет. Вот видите, уже 2.10, и все-таки я начинаю плыть. Дальше, причина, кстати, есть, это не то, что устал, но есть. Посмотрел только что про пиксели, уже ответил. Samsung Active Watch 2 или Huawei Magic Watch... Active Watch 2. Не поминайте Samsung в суе. Active Watch 2. Алекс, ты снимаешь на Samsung S21. Какие минусы камеры ты у него видишь по сравнению с другими смартами за эту стоимость? Не вижу. ТЧК. То есть мне норм. Значит, ты не зря заказал сегодня Oppo Enco Free за $87. Однозначно не зря. Илья, пожалуйста, потому что это, в принципе, Oppo Enco Free 2, за который я топлю, но с прокачаннее, прототип, скажем так. Добрый день, что за нож на превью? Не нашел в описании. В описании его нет, как и других девайсов, которые есть в превью. Иван, этим ножом я вскрываю, по-моему, он в телеге был когда-то. Что за Poco X3 Pro лучше по звуку? FreeBuds Pro или Oppo Enco Free 2? FreeBuds Pro. Привет, как думаешь, стоит ли покупать Black Shark 4? Ответил, пора спать. Леон, спокойной ночи, спасибо, что зашел. Не забываем прожать лайк, может быть, наберем 600 с копейками. 700, давайте 700. Новая цель. До того, как сядет телефон, успеем ли мы набрать 700 лайков?
Чувствуете? Я понимаю, что у меня взрослая аудитория, а я такую странную штуку гоню. Хотя, опять же, еще раз повторяю, неважно, какая аудитория, взрослая нет, по той причине, что главное, чтобы человек был с мозгами и не был хамлом. Самое важное, мне кажется, на стримах, потому что лучше иметь 20 человек на стриме без чего-то дичи какой-то в чате, чем 200, 500 или 1000, когда люди пишут нехорошие вещи и других людей настраивают и расстраивают. Мы же ламповый стрим, приходим пообщаться, правильно? Сегодня тем более хороший повод. Кто-то купил себе подарок, кто-то купил другу подарок, еще 5 дней будет, кто-то купит еще много подарков. И это хорошо. Вот. Видел Realme GT Neo, недавно они пришли ко мне, но волнует одна проблема. При легком ударе пальцами по нижней части экрана по всему устройству идет вибрация. Это не норм, это брак, скорее всего. Дальше у нас в деревне проблемы с Adidas и Asics, так что все равно кроссы заказываю, поэтому взглянул бы на обзор. Лорд, тогда лайфхак. Следите в телеге, когда я скидываю скидки на Puma, Adidas или еще подобное с промиками. И выбирайте там себе под размер, по миллиметрам. То есть плюс 5 миллиметров от вашей стопы, если бегать, плюс сантиметр. Если интересны какие-то конкретные модели, и вы видите у модельного ряда у этого есть размеры, можете мне скинуть, я куплю и сделаю обзор. Но просто к тому моменту, как я сделаю обзор, данной модели уже не будет, понимаете? Во всяком случае, по скидке. Edge A9 не сталкивались? Нет. Спасибо за ответы, Сергей Ильичев, пожалуйста. Андрей Романов, что лежит слева сбоку? OnePlus 9 Pro с телегой открытой. Я, бывает, на боты наезжаю под доном. Спасибо. Кстати, насчет планшета. Пользуюсь прошкой 2018 года. Я так скажу, лучше его техники для повседневки просто нет. То выходит Xiaomi, вернее, уже вышел, но купить сложно. Если посоветовать, будешь зрителем. Я советую не покупать, если вам для повседневного использования, купите iPad. Ну, потому что это китайская версия, это вот нам. Или у тебя деньги есть просто, вот ты хочешь игрушку, и хочешь игрушку первым, вот по чесноку. Я Mi Pad 4 не хотел купить, я серьезно говорю. Вот просто я увидел железо Mi 5 Pad 5 Pro. И благодаря Диме, если он смотрит этот стрим, это мой хороший друг, Дима там... Ну, это такой планшет. Я пошел и купил Mi 5 Pro. И если бы Дима мне не сказал, что это прям нереально круто все, и я не посмотрел спеки и такой, да, за эти деньги это круто, окей, альтернатив нет, я куплю. Но я спойлерю, я все равно буду советовать айпады и не на Али, без разницы, где вы будете их покупать, потому что аналогов нету. Huawei, хорошо, Samsung, Honor, окей, все, я юзал, я не знаю, топы покупать Huawei, ну, купите без Google сервисов. Honor, ну, купите себе, не знаю, Aldo Cube, так они 14 тысяч стоят, это не 35 тысяч. Плюс еще, кстати, таможню я заплачу под 40. Ладно, только заказал, поставьте slow режим чата. Окей. Саня, стрим огонь. Женька, спасибо большое, я рад, что тебе нравится. Что скажешь по поводу Samsung Galaxy Buds Live? Все плохо, смотрите обзор. Ну, я работаю специалист торгового центра. Понятно. Роман Васильев, 40. Большое спасибо за подгон. Самса уходит от Тайзена. Фейл или будет круто? Я думаю, будет круто. Я думаю, должно быть круто. Любые изменения — это хорошо всегда, это движение. Движение вперед, назад, влево, вправо, неважно. Вот я, в принципе, считаю, что в жизни главное движение. Главное не то, как ты реагируешь на какие-то неудачи. Возможно, это твоя вина или еще что-то. Извините, чуть-чуть лирики. Но реально, вот все не важно, кроме движника. То есть пока ты двигаешься или что-то двигается, это живо. Как только что-то перестает двигаться, принимать решения и изменяться, это умирает. Так что плохие решения, плохие негативные какие-то эмоции, негативный опыт – это всегда хорошо. Потому что это характеристика, камень мертв, а мы живы, И по компаниям то же самое. Любые движники – это good. Привет, умрет Samsung, умрет. Будет пытаться выжить, понизит цены. Понизит цены, мы от этого выиграем. Привет, было ли такое, что с обновами ухудшили шумодав? Да. Какие ТВС лучше до $100? Топ-10 на канале. Из затычек я бы взял Oppo NKX сейчас на распродаже за $87, либо из шнурков всегда фаворит это Huawei FreeBuds Pro, FreeLace Pro, либо второй вариант это OnePlus Bullets 2 $100. По поводу вкладышей
Это FreeBuds 4. За 9 тысяч их реально купить. Лучше добавить и вот купить самый шик из вкладышей, в принципе, на рынке. Опять же, китайскую версию, потому что у китайской версии не шатается крышка и есть магнитная зарядка у бокса. У версии, которую продают в России, Huawei FreeBuds 4, зарядки беспроводной бокса нет и катается, крышка шатается. Русскую версию мне прислали, как я об этом уже и говорил. Китайскую я купил себе еще за 14 с копейками на старте продаж. Сказал тату нет, будешь делать, может быть, перья. Потом Саня из ТВС взять по звуку бюджет до 30 баксов. Huawei QCY HT03, ссылка в телеге. Есть ли планшет по характеристикам и по цене аналогичный Poco X3 Pro? Смешно, Dream. Я для кого сейчас разорялся? За 100 можно взять Huawei FreeBuds Pro, да. Саня, привет, про эти уши слышал, Мифа X120? Нет. Сергей Елисей, спасибо, Soundcore Infini Pro ты тестил, посоветуешь? Я не знаю, что это такое. Ты можешь скинуть мне ссылку, я куплю, самому интересно, я у Soundcore беру, все покупаю. Не забываем прожать лайк, 240 человек, я уверен, что новенькие есть. И помимо этого, не забываем, что наверху в описании есть Telegram мой канал, а в середине, в теле описания у меня основная часть того, что я куплю и что я тестировал, и что советую, а внизу Telegram-канал в описании с взаимопомощью. А сейчас я отвечаю на вопросы упорно, и надеюсь, вам это помогает. Посоветуйте защищенный смартфон до 15 тысяч. Edge M за 11 тысяч вот сейчас. Я уверен, что это норм в принципе. Саня, единственная фронталка пока не работает. Ребята, залайкали, поставим. Спасибо. Чтобы со скидоном взять сейчас Дмитрий Василенко, я уже сказал, за 11 тысяч со скидоном, вот, пожалуйста, если их еще не разобрали. Какая экосистема на Android в РФ, кроме Samsung? Может, кто-то подкинет какое-то другое предложение. Я что тестировал, о том говорю. Дальше. Привет. Хочется взять себе телефон с Али, но боязнь, что придет не в рабочем состоянии. Часто ли попадается брак? Пумба, мне ни разу. Кешер Коти, Miracle, отвечу за стримера. Mi Pad 5 по характеристикам тебе подходит и точная копия iPad. Лучше вроде ничего, я его вторым куплю к iPad, так как на андроиде. Вот видите, я не зря купил. Бывают ли вкладыши на шнурке или какие-то лучшие? Да, Федор, допустим, Honor, я скидывал в телегу, скидок Honor, Honor Pro, чего-то там. Скоро будет обзор, к сожалению, они только розовые, но стоят всего 2600, поэтому, там есть синие и черные, если брать у китайцев. Просто с быстрой доставкой чаще бывают только синие и черные, и розовые. Пумба уже 6 заказал в течение 5 лет, и ни разу не пришло нерабочих. Я говорю, я не знал, если закажете на Авито или у ВБ, допустим, то может, а так нет. Я не встречал. Привет, хотел рюкзак Марк Райден на распродаже с возможностью увеличения объема за 2000, но не успел, все разобрали. Я Xiaomi-шные только покупаю, у меня их море. Саня, какие наушники лучше для телефона Poco X3? FlipBuds Pro. Ответил. Из того, что вы предложили. А из того, что я предложу, посмотрите топ на канале любой. Такое ощущение, что телефон слева скоро упадет. Значит, может упасть. Он недавно у меня падал. На прошлом стриме недавно. Да, кстати, плохо, что без чехла я сейчас его не разбился. Вроде нет. Дальше, подскажи, пожалуйста, есть аналог Redmi Buds 3 Pro или что-то лучшее за эти деньги? Море вообще, посмотрите топ-10 на канале. Какой ближайший обзор смартфона ждать? Какой первый придет? Ну, скорее всего, Narza 30A. А потом, скорее всего, будет первым Master Explorer Edition, а потом будет Master Edition. И потом Mi Mix 4 и Huawei P50 Pro. И, скорее всего, их сравнение. Как вам? Саня, давай больше распаковок, сравнений опытов использования новых смартов. Все покупаю, что интересно. Потом придет, да, Narza 30, потому что это доставка из России. Потом придет Redmi 10, вроде тоже доставка где-то близко. И много еще всего. Говорю, сейчас просто вот такое зависалово легкое. Я думаю, все будет хорошо. Чем заменить Mi 11, Mi 9 Lite? Mi 11i. Наушники посоветую, стоит брать Air 2S? Нет, они уже старенькие, не ругаемся и не будем. Главное не брать смартфон по шумода из полуподвала по типу Umidigi. Да, Umidigi это жесть, нехорошо. Не забываем прожать лайк, 665. Давайте число дьявола пройдем, и потом можем заканчивать и говорить друг другу до свидания. Очень важный вопрос.
Каких техноблогеров ты бы мог посоветовать для честных обзоров, кроме тебя? Самый честный... Котя. Да можно все смотреть. Что значит честное? Вы понимаете, что даже когда они что-то рекламируют, окей, что-то в этом есть, во-первых, а во-вторых, лучше смотреть все. В первую очередь, потому что внизу вы можете увидеть комментарии. Хотя у многих больших каналов адекватные комментарии теряются. Я говорил не один раз, что я иногда смотрю очень унылого, но очень дотошного блогера. Это, я, кстати, с ним не знаком. Не Григорьев, нет. А может быть Григорьев. Не тот, который за Realme топит, потому что у него какой-то перекос идет по наушникам. Григорьев, он рекламирует такие уши, которые в себе в уши не стоит запихивать. И он как бы по телефонам тоже очень интересно много всего говорит и очень проходит аккуратно многие места. А что я уже просто не смотрю русских в последнее время. Нет, не Григорьев, я не помню, как его фамилия. Видите, я как и вы беру девайс, допустим, если он мне не пришел первым, я смотрю все и все по поводу него. Но что, вы будете покупать телефон и смотреть только меня? Это неразумно. Ну да, разумно посмотреть мою прожарку, а потом обзоры других блогеров и оценить, насколько странные результаты у них появляются. А по факту все. Я также смотрю, как и вы, по смартфонам все. Только в X2 иногда, в X4, учитывая, что они у меня на тестах, очень часто удивляюсь, откуда у них такие циферки, данные, фотки, видео и все остальное. Вот, главное не брать, уже ответили. Дальше, спасибо, Глеб Широков, что так думаешь. Какой основной смарт у тебя? 11 Pro Max, OnePlus 9 Pro, Samsung S21 и OnePlus 7T Pro. Вот, честно, ТВ-бокс не хочешь обозревать? У меня несколько ТВ-боксов, не знаю, как к ним подойти. OneMo ComfoBuds Pro или FlipBuds Pro? Александр, вы меня... Я устал. Топ-10 на канале, смотрите, там у меня все прям норм. Да, Игнатьев бомбит с Глебом, оставьте этого человека, Игнатьев норм. Но у него тоже бывают такие прям бомбит с Глебом слегка проплаченные обзоры, по моему мнению, но они неадекватные. То есть по поводу ноутбуков, которые вы прислали, у него очень много всего получается того, чего у меня не получается в итоге. Но в целом норм, почему нет? Его мнение мне интересно. Саня, посоветуй очки для водителя. Нет у меня очков для водителя, Xiaomi таких не выпускает. Без бороды было лучше. Руслан Перепелица, моя супруга с этим согласна. А лучше для чего? Вот мне интересно, целоваться или как? Или для блогера вот в чем? Животные у меня там не живут, я за ней там ухаживаю. Она как-то отрастет, может, станет приличнее. Симпатичнее был? Ну, хорошо, да, был. Но это было давно и неправда, а теперь я старый бородатый тип, который рассказывает о железе, и его интересует только железо, потому что у него есть борода. Дальше, какой смартфон лучше всех ловит сеть? Обычно я про это говорю. На стримах. У кого бендов больше? Но не всегда. У Realme хороший прием, у всех. Мне они очень нравятся в этом, но не у тех, не в глубинках. Саня, мой вопрос пропустил. Семенов, может быть. Саня, привет. Скоро придут уши OnePlus Z. Заказал за 4000, есть ли конкурент на шнурке? Нет. Подскажите, пожалуйста, хочу взять Amazfit BPU Pro или, может быть, что-то другое. Их там много, у Amazfit'ов будет скоро топ от меня. У Google Pixel есть своя магия, что за ними гнаться? Да, размер. Я на стримах только им пользуюсь. Все, у меня уже отличная борода, чего пристали. Вадим Рулин, вот пристал. Не пристали, почему? Говорю, я много читаю всякого мнения. У всех должно быть свое мнение. Как вы думаете, если Samsung уходит от Tizen, переведут ли они свои телевизоры на Android? Может быть. Будет интересно, если они это сделают. Какой смартфон лучше всех держит батарею? Смотрите мои топы, может быть, топ-10 смартфонов по максимальной автономности и сделаю. Что именно по моей автономности говорю, потому что те данные, которые получают блогеры, я в них в шоке. Да, я выставляю максимальную герцовку, я выкручиваю яркость и гоняю телефон в PC-марке. Вот так, только так, одинаково для всех. Как использую, так и гоняю. Саня, что можешь сказать о Infinix? Даже вот все, что касается этого бренда, нет. Лучше Realme дешевый, лучше Xiaomi дешевый. Ты осознаешь, что сам постарел? Руслан, да, я древний. Я древним себя считал 16 лет, поэтому
Все же зависит не от возраста, а от того, что ты за жизнь свою съел. У меня она не была такая люто тяжелая, но своей радости я тоже хапанул. Pixel 4 это самый красивый, особенно оранжевый, ему нет конкурентов. На вкус и цвет. Какой сейчас робот-пылесос взять? Я скидывал за 25-24 тысячи с подставкой Xiaomi-шный топ в телеге, посмотрите. Xiaomi за 110 тысяч рублей. Пса нет, я не смогу его купить. Ну, как бы, мне кажется, его раскупят, их 1000 штук всего. Посоветуйте недорогие часы с возможностью отвечать на сообщения с часов. Huawei-евские какие-нибудь. Есть ли смысл брать Huawei FreeBuds 3 или лучше что-то из твоего последнего топа по вкладышам? Есть смысл, если тем более у вас есть Huawei-евские уши и FreeBuds 3. Так вы можете 4 купить за 9 тысяч на Алишке сейчас. И будет у вас топ. Как тебе наушники OnePlus Buds Pro? Сергей, отлично на бумаге, потому что я их не слушал, они у меня на таможне лежат. Таможни, телевизоры Xiaomi стоит брать? Александр, а почему нет? Но TSL, из того, что я тестировал, меня прям радовали, потому что они сами делают матрицы, логично, что себе они ставят лучшие матрицы. Понятно, что какие-то идут с браком, какие-то нет, но себе они выбирают самое лучшее, как и Samsung. Что думаешь про Xiaomi Mi Mix 4? Я думаю, Глеб Широков, я его купил, и мне он прям интересен дико. Вот. И протестирую. От 25 лет до 40 я состарился. После 40 какого черта я еще молод? Наиль, логично все это. Говорю, вся эта фишка из разряда того, что сколько ты спишь, за сколько ты пробежишь 20-ку и пробежишь ли, сколько раз ты подтянешься, не знаю, как ты себя чувствуешь, как быстро ты думаешь, как быстро ты можешь разговаривать, как быстро ты можешь принимать решения, насколько они правильные. Вот и все. То есть, насколько у тебя там износился позвоночник, мышцы, кора, как развиты, как ясно ты мыслишь, какое у тебя зрение. У меня единица, если что. Вот это все суммируется, насколько у тебя тело ослабло и ослаб мозг. И тогда ты можешь примерно прикидывать, на какой-то возраст себе ощущаешь. И неплохо, если люди, допустим, в возрасте 60 лет, я когда вижу людей на улице, которые прикинуты норм, у них гаджеты, они быстро разговаривают, у них живой взгляд, и некоторые 16-летние люди потухшим взглядом, желающие сделать не знаю что и не знаю как, но они старее. То есть вот я был когда-то в юности, мне кажется, старее, чем... Ну, тоже старым, как и сейчас. Но сейчас я не такой старый, у меня есть гаджеты. Тогда у нас было все скучно. Люди моего возраста согласятся, что когда ты мечтаешь о US Robotics Courier на 256 килобит или на 512, и такой, мне купили его. И то, что сейчас в технике, ну, это прям небо и земля. Я бы желал сейчас родиться. Это бах! Мечта. Ладно. Все это лирика. Подскажи, пожалуйста, смарт-часы для детей. Не буду советовать, все теряет. У меня есть ребенок, ему 8 лет, зовут Нил, ходит в школу, все теряет в школе связь, поэтому ничего советовать не буду, потому что вы будете на них надеяться, а это зря. Почему больше не обозреваешь кроссы? Потому что есть, но пока придерживаю их. Любимая оболочка на смартфонах у тебя? Oxygen. Реально зрение единица, очки для имиджа? Нет. Если я сниму, у меня сейчас на меня смотрят две лампы. Лютые. Во-первых, я не люблю рассеянный свет, я люблю свет офисный. У меня везде офисный свет, и супруга тоже его любит. И, во-вторых, я сижу очень много за компом, постоянно штырюсь в телефон, и я не хочу терять свою единичку. Не забываем прожать лайк. Сохранять свое здоровье, когда тебе уже овер много, это разумно, я считаю. Тем более, когда я более-менее его сохранял в принципе всю жизнь, потому что я старался заниматься спортом. Приятно было заглянуть. Спасибо, Саня, за твою работу. Пора спать ложиться. Андрей, огромное спасибо, что зашел. Вот. Часы Монтаны и кассетный магнитофон. Наиль — это все, что надо, в принципе, для жизни, но да. Я ходил с кассетным плеером. И с дисковым тоже. Посоветую ТВС с хорошим микрофоном. Эндер, я посоветую пойти на мой лайв-канал и посмотреть 100 наушников, послушать 100 наушников по примеру работы микрофона, беспроводных наушников. Стоит ли брать iPhone 11 или взять лучше OnePlus Nord 2 за эту цену?
Я не знаю. Это решить только вам можно. То есть я вот такое точно не отвечу. Подскажи по быстрой зарядке телефона протокол Pump Express Redmi 9. Какой блочок может заряжать? Антониос, навскидку не отвечу. Очень давно был этот телефон, и зарядок таких я не помню. Не помню. Не забываем прожать лайк. 18 хейтеров мы сегодня собрали. Это тоже хорошо. Вчера было только 12. А зато лайков почти 7 сотен. Саша, скажи про Poco X3 Pro. Кто-то говорит, что не стоит брать. Я говорю, что не стоит, потому что камера хуже, чем в Poco X3. Если она вам нужна, то так. Видел мнение Варламова про Кудрова и Мурина? Роман, ну видите, вас как зацепило, что вы до сих пор его пиарите. Но окей, если он знает лучшие маленькие города-сателлиты, то окей, у меня метро здесь есть. Вот. В Кудрово довольно много зелени уже. Понятно, что Варламов везде грязь найдет. Но это его формат. Формат его. С какими часами сейчас занимаешься спортом? Active Watch 2. Я вообще с ними все время хожу, если не тестирую что-то другое. Хока ES54. Я сейчас очень мало занимаюсь спортом. Ходьба только от почты до места тестирования, до места ремонта и вот так вот. Как мне пишут, но единственное, лицо не наело. У меня как было 78, так и осталось. У меня просто волос много на лице, поэтому оно кажется больше. После твоего обзора взял Q35 и доволен, шумодав по дороге на работу, как нельзя, кстати. Это отлично. Иван, подскажи, по AAC источник сигнал важен. Если брать aptX, там тоже мощная разница. Думаю, сменить Bluetooth адаптер в материнке. Не подскажу. У меня было на FiO обзор, посмотрите. Bluetooth адаптер только на FiO, по-моему, я тестировал. Может, еще на что-то, но я не помню, какой еще. Вот, будут ли это вообще обзоры беговых кроссовок? Они были и, наверное, еще будут. Так новинок нет. Вы еще тоже спрашиваете у меня, где обзоры на кроссовки. А какие новинки из Xiaomi, допустим, вышли? Нет, никаких. Я-то в основном про них и рассказывал. Я не тестировал A72. Poco F3 тестировал. На селе норм. Если Poco X3 для бати брать, камера не нужна практически вообще. Сергей, купи ему Poco F3 на сейле вот сейчас. Или там по цене прям совсем. Или Realme какой-нибудь, Realme 8 Pro. Или Realme 8. Хочу перейти со своих QCY на T5, что-то новенькое, в приоритете хороший звук. Остальное не так важно. Важно, если посоветую, посмотреть топ-10 наушников по звуку у меня на канале. Пользовался ли я айпадами? У меня 2 айпада у ребенка и вот мой iPad. iPad на M1, о котором я расскажу в конце месяца. Все, набрали мы 700 лайков. Я думаю, что мой телефон уже приказал долго жить. Это тот, с которого я стримлю S21. Я надеюсь, что за 2,5 часа мы наобщались. А если вам интересны такие стримы и такое общение, чтобы я их сохранял, пишите в комментах, если я его не удалю. Надеюсь, что не удалю. В тему об очках. Кто-то выше спросил, будут ли еще обзоры беговых кроссовок. Читаю, будут ли обзоры еще боевых красоток. Да, это потому что вечер уже. Что лучше, Anker P2 Mini или Ugreen? Точно не Ugreen. Не думал научиться катать на моноколесе. Недавно научился. Это новый опыт координации, новые нейронные связи в мозга. Как заново учиться ходить. Интересный экспириенс, интересная идея. Давайте прощаться. Наиль, было очень приятно с тобой пообщаться. Рамзи, счастливо. Алекс, счастливо. Кто у нас из живых? Модеры кто-нибудь есть? Ичи, good luck. Бери Poco F3, молодец. Посоветовал. А потом мучайся с датчиком и мучайся с прошивкой. Все. Будет со мной кто-нибудь прощаться или не будет? Или просто закрываем стрим. Иван Марков, счастливо. Опа, счастливо. Новый год. Очень приятно было тебя видеть. Алекс Ли, good luck. Сло, спокойной ночи. Лорд Мура, счастливо. Спасибо, что просил лайки. Да, допросились мы с тобой до 700. Покедова Глеб, Покедова Ичи. Дальше Денис, счастливо. Клэшер, счастливо. Волк Волков, счастливо. Удачи. Егор, удачи. Никита, Серега Гоуст, Волк Волков. Эрик, Наиль, Антонио Костенко, Александр Дворянин, Глеб Широков, Ноу Сердж и Мару, Ники Шмин, Борис Долевский, Макола Набока, Грэнд, Александр Двояркин, Андрей Шаль, Модел Пати, огромное спасибо, что зашел, Мистер Грей, Альфа, Сергей, Кензорс, Андрей Михно. Андрюха, ты тусил? Спасибо. Надеюсь, у тебя там все гуд, тебя там никто не мучает.
Все-таки уже все. Имеешь право ничего не делать. Германий, Бенджамин, Назар, Федор, Сергей Ковалев и Эльдар с Евгением. Счастливо. Спасибо большое всем, кто зашел. Если делать на этом канале стрим, то я думаю, что вы напишите. И подобные стримы, если вам полезны. Помним, что сейл еще 5 дней. Завтра догружу промики. Надеюсь, найду.